Ты устал от убытков? Отвечай честно. Сколько раз ты открывал сделку, которая должна была принести прибыль, но вместо этого рынок забрал твои деньги? Хочешь знать, почему это происходит? Причина проста. Ты играешь против тех, кто управляет этим рынком. Банки, хедж-фонды, крупные игроки. Они думают на несколько шагов вперед и используют толпу, чтобы зарабатывать миллионы. Но что, если я скажу тебе, что ты можешь быть на их стороне? Что ты можешь перестать быть частью толпы и начать торговать вместе с умными деньгами? В этом видео я покажу тебе полную торговую систему, основанную на концепции Smart Money. Это не теория, это практика, которая работает уже сейчас. Ты узнаешь, как крупные игроки находят точки ликвидности, манипулируют рынком и создают движение. И самое главное, ты научишься использовать это в своих сделках. Готов? Тогда бери блокнот, выключай все отвлекающие уведомления и смотри до конца, потому что прямо сейчас ты получишь полную торговую систему, которая может изменить все. Но перед тем, как мы разберем полностью торговую систему, нам необходимо разобраться со структурой той информации, которую мы с вами сейчас получим. Первое, с чего мы начнем разбирать данную тему, это будет правильный откат. Правильный откат — это самая главная вещь, которая есть в данном контексте. Когда вы разбираетесь с данной темой, все остальное для вас становится намного проще, намного понятнее, поэтому обязательно это усвойте. Благодаря правильному откату мы сможем построить структуру, мы можем найти с вами имбаланс, ордер-блок и свечу, разобраться с ликвидностью, также определить точки входа. И для этого всего нужно обязательно знать про откат. При этом, благодаря правильному откату, мы научимся рисовать структуру. Также мы с помощью поиска имбалансов научимся рисовать ордер-блок. И благодаря этим двум элементам структура ордер-блок мы научимся определять зоны интереса. Также нам по мере изучения понадобится разобраться, что такое внутренняя структура. Отдельно мы рассмотрим ликвидность, поймем, как работают рыночные трейдеры, смарт-мани трейдеры и как нужно работать с дневной ликвидностью. И нет, это не просто нужно торговать хай дня, лой дня, снятие ликвидности недели, ликвидности месяца и прочее. Здесь все намного интереснее. Также рассмотрим 3 вида входа. Это через счет, это через слип и Single Candle Mitigation. При этом, когда мы с вами рассмотрим всю эту историю, мы поговорим, на каких таймфреймах нам нужно работать. И в заключении данной торговой системы я обязательно с вами поделюсь лайфхаками, которые я получил при работе с ней и изучении ее. Обязательно посмотрите данный элемент. Если я сумел вас увлечь, то давайте попробую еще дополнительно рассказать о бонусах, которые идут к данному видео. В течение всего видео я буду либо на экране картинкой, либо произнося словами, говорить кодовые слова. Слово money. Все участники, которые пришлют мне полный список кодовых слов в личное сообщение в Telegram, а также напишут осмысленный комментарий, получат доступ к нашему закрытому каналу с чужими стопами на 2 недели. Также все эти участники будут участвовать в конкурсе для доступа в закрытый Discord-канал, в который можно попасть только по платной подписке, в котором мы разбираем, как работать с криптовалютой. Обязательно учитывайте это, и я буду рад, если вы поставите лайк и напишите комментарий к этому видео. А теперь за дело. И первое, с чего мы с вами начнем, нам нужно определить, что такое откат и правильно его идентифицировать. В данном случае мы с вами видим 4 примера растущего графика, и мы можем говорить о том, что, да, есть лонг, но как определить, были ли здесь движения вниз, и можем ли мы сказать, вот, например, в каждом из 4 движений у нас есть черная свеча, которая говорит о том, что было движение вниз. Можем ли мы с вами определить, что действительно случалась коррекция? Именно вот эта вот правильность определения данного отката, по сути, оно и будет называться правильным откатом, является интерпретацией и подтверждением того, что коррекция случилась, была какая-то реакция. Для того, чтобы нам это определить, нам необходимо обязательно смотреть, что сделала свеча по отношению к предыдущей. То есть, что сделала вот эта зеленая свеча по отношению к предыдущей тоже зеленой свече. Как она работала с ее хаем, либо лоем. В данном случае мы видим, что следующая свеча просто пробила хай предыдущей свечи и пошла выше. В данном случае, если она работала только с хаем, мы понимаем, что тренд растущий, значит, никакого отката не было. Следующая свеча точно так же работает с хаем предыдущей. Лой данной свечи полностью защищен, соответственно, здесь отката никакого нет. Но когда у нас появляется вот эта черная свеча, мы видим, что
хай предыдущей свечи был защищен, а вот лой мы пробили. Соответственно, если мы пробиваем этот лой, наша с вами задача отметить то, что здесь будет движение вниз. Коррекция началась. Следующая зеленая свеча пробивает ее хай, соответственно, в данном случае она закончила нисходящее движение и началось продолжение восходящего тренда. Коррекция закончилась и движение пошло дальше выше. Именно эти формации откатов, именно это определение отката поможет нам в будущем для построения структуры и определения ордер-блоков и зон интересов. Что у нас касается следующего графика? На данном графике мы видим, что вот эту зеленую свечу следующая пробивает только сверху. Эту зеленую свечу следующая пробивает только сверху. И, казалось бы, вот у нас черная свеча, но она следующую пробивает только сверху. Низ этой свечи защищен. Если бы лой данной свечи был пробит, то есть вот эта черная свеча пробила ее таким образом, мы бы констатировали факт. Здесь есть правильный откат, и мы бы его отметили таким образом. Движение вверх, движение вниз, движение вверх. Но в данном случае, поскольку лой защищен, мы не можем этого сказать. Мы можем констатировать факт, что мы пробили хай, соответственно, движение вверх у нас продолжается, никаких откатов здесь нет. Здесь у нас сугубо движение выше. Следующий пример. В данном случае мы наблюдаем за вот этими зелеными свечами, они пробивают друг друга сверху, но вот эта черная свеча не пробивает предыдущую свечу ни сверху, ни снизу. У нас остается свеча, которая имеет и защищенный хай, и защищенный лой. Никакого движения у нас больше нет. То есть мы следующими двумя свечами не работаем ни с хаем, ни с лоем этих свечей. Соответственно, эти свечи мы будем называть для себя внутренними барами. Эти свечи мы будем игнорировать, их для нас как будто бы не существует. То есть, по сути, это будет как раз внутренние бары. А для того, чтобы не обращать внимания на данные бары, можно будет использовать индикатор внутренних баров. Ссылку на индикатор вы найдете в телеграм-канале. И при этом следующая зеленая свеча пробивает предыдущую сверху, и мы с вами продолжаем восходящий тренд. То есть в данном случае у нас никаких правильных откатов не было. У нас идет просто движение выше. Вернем вот сюда коррекцию. Теперь последний пример. 3 свечи пробивают друг друга только сверху, и вот эта вот черная пробивает предыдущую зеленую свечу и сверху, и снизу. Если свеча пробивает предыдущую и сверху, и снизу, она делает что-то необычное, что-то противоположное, чего не делали предыдущие. Она пробивает их лой. Соответственно, в данном случае у нас будет движение вниз. После чего следующая свеча пробивает ее хай, соответственно, здесь движение вверх продолжается. То есть у нас идет движение вверх, мы пробиваем предыдущую снизу и после этого идем выше. Таким образом, выделяется правильный откат у нас в восходящем тренде. Ну а как же это выглядит в нисходящем тренде? У нас точно такие же правила. Вы должны посмотреть, что сделала следующая свеча по отношению к предыдущей. В данном случае данная черная свеча пробивает предыдущую только снизу. Данная черная свеча пробивает предыдущую только снизу. Соответственно, у нас продолжается нисходящее движение. Но вот эта зеленая свеча, она пробивает хай нашей черной свечи. И если она пробивает этот хай, значит, мы констатируем факт, что у нас произошел правильный откат. Мы сменили направление движения с шортового на лонговый. После этого мы видим, что вот эту зеленую свечу следующая свеча пробивает снизу и констатируем факт того, что шортовый тренд продолжается. Что касается вот этого движения, точно такая же история, и вот эту черную свечу пробивает следующая зеленая. Но обратите внимание, у следующей черной и у этой зеленой у нас идут равные хаи. Что делать, если у меня общее движение и вот эти равные хаи равны? Мы должны посмотреть, что у нас снизу. Снизу мы видим, что мы пробиваем друг друга дальше вниз. По этой причине у нас будет продолжаться нисходящий тренд. Если же у нас равны хаи и, например, вот здесь тоже равны хаи, это означает, что вот эта черная свеча, она является внутренней по отношению к зеленой. Чтобы оказаться не внутренней, нужно поработать с одним из каких-нибудь либо сверху, либо снизу, с одним из хаев, либо лоев. Но в данном случае, поскольку этого не произошло, для нас эта свеча будет являться внутренним баром, и он будет игнорироваться. Поэтому здесь идет движение полностью вниз, и весь наш откат движется вниз. Что касается вот этого примера, следующая свеча пробивает предыдущую снизу, пробивает снизу. Вот эта свеча не пробивает предыдущую ни с одной из сторон. Соответственно, она у нас будет являться внутренним баром. Для того, чтобы она была не внутренним баром, нам нужно пробить либо хай, либо лой. Но этого не происходит, поэтому здесь идет движение просто вниз.
Дальше у нас вот этот пример. Предыдущая свеча у нас шортовая, после нее идет следующая, которая пробивает ее лой, но вот эта зеленая пробивает и хай, и лой нашей черной свечи. Дальше тренд идет вниз. Соответственно, здесь правильный откат у нас будет выглядеть таким образом. Как это все выглядит на графике? У меня уже установлен индикатор. Напоминаю, что этот индикатор вы можете найти в Telegram-канале, либо найти идентичный в разделе «Индикатор». Для того, чтобы мне отмечать правильные откаты, я буду использовать инструмент зигзаг. Я беру лой данной свечи, смотрю, что мы ее пробиваем сверху. Следующую тоже только пробиваем сверху. Тоже только пробиваем сверху, тоже только пробиваем сверху. А вот эту зеленую свечу мы пробиваем уже снизу. Значит, тренд поменялся, теперь у меня движение идет вниз. Вот эту черную мы пробиваем только снизу, вот эту черную мы пробили тоже только снизу. Соответственно, здесь у меня идет движение только вниз. Но вот эту черную мы пробиваем сверху. Соответственно, движение вниз закончилось, и у нас пошел правильный откат вверх. После чего вот эту зеленую мы пробиваем следующей зеленой только сверху. Вот эту зеленую, вторая, которая на графике, мы пробиваем и сверху, и снизу вот этой огромной свечой. Соответственно, что? Соответственно, лой не защищен, лой пробит, происходит движение вниз. Теперь меня интересует, что следующая свеча сделала с этой зеленой свечой. Она ее пробила сверху, значит, это движение вниз, этот откат закончился, и мы теперь идем выше. Идем выше, 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 выше до вот этой зеленой, которую следующая свеча пробила вниз. Посмотрите, все предыдущие свечи были пробиты только сверху. Соответственно, когда у нас случилось что-то необычное, мы с вами должны констатировать факт, что у нас идет движение вниз. При этом я вижу вот эту вот белую свечу, она подсвечивается, это является внутренним баром, я ее игнорирую, не смотрю на нее. Почему? Потому что она ничего не сделала с предыдущей. Вот здесь у меня интересный момент. Два, казалось бы, равных хая, но я вижу, что индикатор почему-то не выделяет вот эту черную свечу белым цветом. По этой причине я должен проверить вот здесь уровень хай. Хай 846, 850. Что это означает? Что вот эта черная свеча, она выше вот этой зеленой. Соответственно, поскольку здесь шло движение вниз, черная пробила ее сверху, значит, здесь будет правильный откат. Теперь у нас зеленая свеча, которая пробивает черную и сверху, и снизу. Мы констатируем факт, что здесь у нас тоже идет движение вниз. После чего у нас идет движение вверх, движение вниз, движение вверх. Вот здесь вот тоже нужно быть внимательным, поскольку вроде бы горит индикатор, проверяем хаи 690, 693, соответственно, здесь у нас будет правильный откат. И таким образом мы продлеваем это дальше. Именно правильные откаты нам помогут разрисовывать структуру и отличать импульсы от коррекций. Если мы посмотрим на текущий график, мы с вами видим, что у нас идет движение вверх, однако мы встречаем правильные откаты. При этом, если правильные откаты не пробивают друг друга, да, то есть у нас нет движения резкого вниз и снятия предыдущего отката, мы будем констатировать факт, что у нас идет восходящее движение, и в данном случае данное движение будет являться импульсом. Именно правильный откат, который либо комплекс правильных откатов, которые забирают наш предыдущий правильный откат и будут являться коррекцией, после чего у нас движение будет продолжаться. То есть в данном случае у нас идет правильные откаты таким образом, движение идет восходящее, но когда у нас начинается следующий правильный откат, либо комплекс правильных откатов, который снимает лой предыдущего правильного отката, мы будем констатировать факт, что данное движение вниз было коррекцией, и оно как раз влияет на нашу структуру. Именно тот формат движения, именно тот характер движения того, что мы снимаем предыдущий откат, будет определять наши структурные точки. Если мы нашим нисходящим движением будем пробиваться вниз и забирать наш правильный откат, соответственно, мы с вами будем констатировать факт, что в данном случае мы обязаны поставить структурную точку. То есть мы определяем предыдущие откаты, и если цена забирает их, неважно каким образом, полнотело либо пересвибом, мы будем ставить верхнюю точку. То есть это обязательство, которое нам необходимо сделать. Соответственно, в данном примере, если мы сделаем полнотелый пробой, точно так же мы обязаны будем поставить верхнюю точку. Именно пробой данного уровня будет у нас являться сломом структуры, break of structure. То есть у нас характер движения лонговый, и каждое предыдущее движение, оно является определенной структурой. То есть если мы дальше с вами идем,
рисуем правильный откат, после чего цена забирает наш IDM, мы говорим о том, что у нас появилась новая структура, новый формат движения. Именно вот это движение у нас и будет новой структурой. В нем у нас точно так же будет IDM. Если мы его собираем, мы обязаны поставить верхнюю точку. И между двумя верхними точками самая нижняя свеча, между вот этой точкой и вот этой, будет являться у нас нижней точкой. Она будет характеризовать лой предыдущей структуры. При этом пробой данного уровня, он у нас будет называться чок, сменой характера. Что это означает? Это означает, что в данном направлении мы с вами идем в восходящем тренде, но если мы все-таки пойдем после этого движения вниз и обновим этот лой, у нас характер с лонгового поменяется на шортовый, и нас будет интересовать структура в нисходящем движении. При этом очень важно отметить, каким образом мы должны сделать наш босс. Слово такая. Если мы сравним два этих графика, в обоих случаях у нас есть снятие ATM, после чего мы обязаны поставить верхнюю точку. Но нас интересует именно само подтверждение пробоя структуры, пробоя предыдущей структуры. Мы должны его пробить полнотело. Что это означает? То, что свеча, которая пришла к нашей верхней точке, должна закрыться над ней хотя бы на 1 пипс выше. То есть на уровне close вы должны увидеть, что этот уровень, он выше вот этого уровня. Соответственно, в данном случае мы видим, что свеча сделала движение вверх, но не смогла закрыться полнотело над эти уровни. Для нас это будет неподтвержденный босс. То есть это фейк-босс, который мы никак не можем идентифицировать для того, чтобы просматривать продолжение восходящего тренда. Нам необходимо с вами будет посмотреть, что будет дальше, и в том случае, если мы увидим следующую зеленую свечу, которая будет выше данного уровня, мы тоже не сможем поставить босс. Почему? Потому что следующая свеча должна закрыться выше не вот этой точки, а уже вот этого уровня. Соответственно, если в таком случае у нас будет закрытие свечи, мы будем констатировать факт, что у нас произошел босс, и мы будем обязаны дальше с вами искать IDM. Что же дальше нам в этом случае делать? Дальше в этом случае нам необходимо искать правильные откаты и ожидать снова пробой IDM. Если мы собираем наш IDM, мы обязаны поставить верхнюю точку, при этом не забывать про нижнюю. Таким образом будет у нас выглядеть структура в восходящем тренде. Структура в нисходящем тренде имеет точно такие же характеристики. Если у нас идет движение вниз и правильные откаты не пробивают друг друга, мы констатируем факт, что у нас идет импульс вниз и дожидаемся коррекции. Именно коррекция позволит нам расставить структурные точки для определения нашей структуры. Если же движение снимает наш IDM, мы с вами констатируем факт, что мы обязаны поставить нижнюю точку. Дальше мы будем наблюдать за полнотелым пробоем, и если свеча, вот эта черная свеча, пробивается полнотело ниже нашего уровня босса, мы обязаны будем констатировать факт, что здесь вот произошел. Если же свеча не закрылась, как в данном случае полнотело, мы не имеем права ставить пока нижнюю точку. Мы обязаны подождать тот момент, когда у нас это случится. И, например, если мы увидим такую свечу, после этого мы увидим, я не знаю, еще вот такую свечу, то только тогда мы можем констатировать факт, что у нас произошел полнотелый босс и обязаны поставить в данном случае нижнюю точку. После того, как мы нашли полнотелый босс, мы снова ищем IDM, и если мы его находим, мы имеем право поставить верхнюю точку и ожидать, что будет дальше. В данном случае, если цена после этого пойдет ниже, делает движение вниз и заберет наш предыдущий правильный откат, да, то есть по импульсу нас интересуют откаты, не по коррекции. Если мы видим откат по коррекции, да, то есть у нас идет некое движение вот такого рода, то мы с вами при снятии вот этого правильного отката не будем ставить никаких точек. Нас интересует правильный откат по импульсу, не по коррекции. Мы с вами говорили о том, что правильные откаты, которые не пробивают друг друга по импульсу, именно они нас интересуют. Если же у нас в коррекции пробиваются откаты, мы же и понимаем, что они как раз и должны пробиваться по той причине, что мы идем к нашему предыдущему откату. Соответственно, меня будет интересовать только вот этот уровень и его пробой, неважно каким образом, полнотело либо пересвипа, будет говорить о том, что я обязан поставить точку. Таким образом будет выглядеть структура в нисходящем тренде. А сейчас давайте посмотрим текущую структуру на реальном графике. Итак, у нас с вами есть верхняя точка, и нас интересует, каким образом мы ее пробьем.
В данном случае данный уровень будет являться уровнем босса, и меня интересует, чтобы этот уровень мы пробили полнотело. Мы видим текущую зеленую свечу, и мы видим, что данная свеча, явно закрылась выше данного хая. Соответственно, если она закрылась выше данного хая, мне нужно от нее найти первоначально IDM. IDM будет находиться от лоя влево от данной свечи на данном уровне. Соответственно, этот уровень будет называться IDM. Именно наш импульс, который мы должны забрать. После чего мы можем с вами разобраться с нашим лоем, с нашей нижней точкой. Если между свечой, которая пробила полнотело босс, и верхней точкой, которую мы пробили полнотело, IDM не равняется нашей самой-самой нижней свече, мы можем с вами поставить на самую нижнюю свечу нижнюю точку. Теперь наша задача подсмотреть, что будет дальше. Могу ли я перенести IDM выше, либо первоначально цена его заберет. В данном случае я вижу, что после вот этой зеленой свечи пошла следующая свеча вверх, и я понимаю, что вот здесь я могу отметить правильный откат. Поэтому я IDM переношу вот сюда. После чего я поставлю верхнюю точку из-за того, что цена пошла вниз и забрала мой IDM. Если цена забрала IDM, у меня появляется вот эта замечательная структура. Сверху у меня есть босс, наша верхняя точка. Снизу же у меня будет чоч, наша нижняя точка. И сейчас, когда мы забрали IDM и расставили все точки, меня интересует, что произойдет первее, босс либо чоч. Смена характера на нисходящую, либо босс продолжение восходящего тренда. Мы видим с вами вот эту свечу, которая пересвипывает наш босс, но она не делает полнотелый пробой. Следующая свеча точно так же не делает полнотелый пробой. Следующая точно так же не делает полнотелый пробой. И только вот эта зеленая свеча делает полнотелый пробой. Соответственно, от нее мы должны найти первый правильный откат. Это будет наш IDM. Если мы нашли IDM, мы можем разобраться с нашей нижней точкой и поставить ее на вот этот лой. Также я для себя определяю внутренние бары, и если я вижу, что внутренние бары закрылись выше нашей основной свечи, даже если она сделала пересвип, я для себя уже здесь могу констатировать факт, то, что здесь произошел полнотелый босс. Очень часто пользуюсь этим правилом по той причине, что внутренние бары, они имеют тоже характер движения, и это как дополнительное правило позволяет мне чуть более корректно рисовать структуру. Вы это правило можете использовать, можете не использовать. Итак, есть у нас с вами полнотелый босс, есть IDM, мы поставили нижнюю точку, то есть мы понимаем, что уровень чоч у нас здесь, и смотрим, что будет дальше. Мы должны переносить IDM, либо мы его забрали. Дальше отсюда мы переносим IDM вот сюда. Дальше отсюда мы смотрим, что происходит здесь. Мы переносим IDM вот на эту черную свечу. Уровень чоч по-прежнему находится здесь. И смотрите, в данном случае у нас коррекция шла с правильными откатами, да, то есть у нас здесь есть несколько правильных откатов, которые мы нарисовали. Но это не означает, что я должен перенести IDM вот сюда. Почему? По той причине, что отсюда первый правильный откат у меня будет от этой свечи влево-вниз находиться вот здесь. Мы никогда не смотрим откаты вправо. Они нас интересуют только влево. Только откаты по импульсу, не по коррекции. Таким образом, когда вот эту свечу пробивает вот эта вот замечательная свеча, кстати, уже не важно, каким образом у нас пробиваются свечи, мы должны с вами найти первый правильный откат. Именно здесь он у нас будет. Смотрим движение вверх, больше у нас откатов нету, поэтому IDM остается на данном уровне. Если остается IDM на данном уровне, и мы видим дальнейшее движение вниз, мы понимаем, что мы его забрали, соответственно, мы обязаны поставить верхнюю точку, наш уровень босс. Таким образом, у нас есть снизу уровень чок, сверху уровень босс. Ожидаем, что будет дальше. Дальше у нас происходит снова полнотелый босс. Цена пробивает вот этой зеленой свечой наш уровень босс, и после чего мы, счастливые, довольные, должны найти IDM. Теперь мы должны задать себе вопрос по нижней точке. Между вот этой свечой и вот этой свечой нижняя точка находится вот здесь, и она не равняется IDM. Поэтому уровень чок переезжает у нас намного выше. Вот сюда, на нашу нижнюю точку. Дальше мы видим, что цена забирает IDM, соответственно, мы ставим с вами верхнюю точку. Дальше у нас уровень босс переезжает вот сюда. Мы снова делаем босс, мы снова начинаем искать наш замечательный IDM, снова ставим нижнюю точку между вот этой свечой и вот этой, и это будет данный уровень. Уровень чоч у нас здесь.
Дальше IDM у нас переезжает вот сюда. Дальше IDM у нас переезжает вот сюда, вот сюда. И мы видим, что еще в одно место вот сюда у нас переезжает IDM. Соответственно, мы его забираем и ставим верхнюю точку. Это у нас уровень босс. Дальше цена снова пробивает наш уровень босс. Мы находим отсюда IDM. IDM будет находиться на этой свече. Обращаю внимание, что в данном движении от этой свечи у нас идет движение вниз, движение вверх, движение вниз. Соответственно, первый правильный откат будет находиться на вот этой свече. Не на этой и не на этой, а вот здесь, на первом правильном откате. Соответственно, мы ставим нижнюю точку, IDM снова забираем и ставим верхнюю точку. Уровень босс, уровень чоч. Смена характера. Дальше мы забираем IDM, снова смотрим, что у нас пробивается цена полнотела, мы находим наш IDM. IDM снова не равняется нижней точке, и мы наблюдаем, что первее мы можем перенести IDM, либо забираем его. В данном случае мы можем перенести IDM, переносим IDM на данную свечу, и у нас появляется уровень босс, новый уровень босс. Теперь в данном случае у нас все-таки наконец-то забирается чоч. Забирается чоч, и что мы должны в этом случае сделать? Мы видим, что уровень босс сверху защищен. Уровень чоч нет. Он у нас как раз и пробился. Мы его первоначально пересвипнули вот этой свечой, потом вот этой, потом вот этой. И вопрос к вам. Какая свеча сделала полнотелый чоч? Вот эта вот свеча. Она закрылась ниже уровня данных свечей полнотела. Мы закрылись не ниже уровня вот этой точки, а ниже вот этой, потом вот этой, и теперь, ну да, по сути, все равно осталось вот этой. И именно отсюда мы должны сейчас искать первый правильный откат. И в данном случае первым правильным откатом у нас будет вот эта свеча. Смотрим, можем ли мы его перенести ниже. Нет, не можем. По этой причине мы его видим, что мы его забираем и поставим нижнюю точку. И в момент, когда мы сделали с вами вот здесь полнотелый пробой, у нас уровень чок переместился сразу же вот сюда. То есть как только мы сделали здесь пробой полнотела, наш уровень босс сразу же заменился и стал уровнем чок. После того, как мы забрали IDM, поставили нижнюю точку, снизу наш уровень будет называться уровнем босс. И таким образом мы продолжаем рисовать с вами структуру. Первым элементом для того, чтобы нам определять, какие точки входа мы будем использовать, является у нас имбаланс. Имбаланс — это то же самое, что IDM и FVG. Еще называется IPA иногда. Для того, чтобы нам найти имбаланс, нам необходимо разбираться с соседними свечами. В данном случае мы видим 3 зеленые свечи. Каждую из них мы можем пронумеровать. У нас будет свеча номер 1, свеча номер 2 и свеча номер 3. Для того, чтобы нам найти имбаланс, нам нужно взять хай свечи номер 1 и посмотреть, каким он будет по отношению к лою свечи номер 3. Если мы с вами увидим, что между свечой номер 1 и свечой номер 3, именно между их самыми крайними, ближайшими друг к другу точками есть расстояние, именно это для нас и будет имбалансом. Если бы лой свечи номер 3 пересекал свечу номер 1, никакого имбаланса в данном случае у нас бы не было. Именно вот этот разрыв расстояния между свечами и будет для нас имбалансом. То же самое у нас идет и в нисходящем тренде. В нисходящем тренде мы смотрим сверху вниз, соответственно, расстояние между лоем свечи номер 1 и хаем свечи номер 3 нас будет интересовать. Если между этими точками у нас находится некое пространство, мы можем найти его внутри свечи номер 2, это и будет для нас имбалансом. При этом нужно обязательно обращать внимание на внутренние бары. Очень часто бывает так, что у нас появляется внутри свечи номер 2 свеча номер 3. И если свеча не касалась ни хая, ни лоя предыдущей свечи, мы ее будем полностью игнорировать. Это наш внутренний бар, соответственно, в данном случае мы будем искать имбаланс между первой и четвертой свечой. И он у нас будет выглядеть вот таким вот образом. То есть у нас есть расстояние, разрыв, и его мы будем как раз в том числе определять для себя. Точно такая же история, если вдруг у нас свеча номер 2 будет находиться внутри свечи номер 1. В данном случае имбаланс мы будем размещать не по свече номер 2, не между второй и четвертой, а именно по лою свечи номер 1, внутри которой находится свеча номер 2. Теперь давайте попробуем посмотреть это с большим количеством свечей.
В данном случае у нас имбаланс будет находиться между вот этими свечами. Вот здесь вот у нас равные хаи, соответственно, зеленая свеча находится внутри черной, и я буду выделять имбаланс между вот этой черной и вот этой зеленой. Дальше у меня имбаланс есть вот здесь. В этом движении вниз у меня имбаланса нет, но движение вот здесь показывает тоже имбаланс. Дальше у меня есть имбаланс вот здесь, между вот этими свечами, и еще одна свеча вот здесь. Маленький, но он все-таки есть. Совсем малюпасечка, но данный имбаланс есть. Что нам дает данное движение? Что нам дают данные имбалансы? Есть такое понятие, как ребалансировка. Обычно цена движется, снимая какую-то ликвидность, либо ребалансируя цену. То есть, возвращаясь к предыдущим имбалансам, Слово «же». заполняя данные имбалансы, и после этого отправляется идти выше. И если мы с вами видим на графике зоны, к которой не приходила цена, это для нас будет потенциальной точкой для поиска своих позиций. Очень часто данные зоны совпадают, например, с зоной той же экстремальной ликвидности. Почему бы и нет? Как это выглядит на графике? У нас с вами есть нисходящий тренд, в котором мы сделали полнотелый босс. Теперь наша с вами задача найти непосредственно IDM и посмотреть, какие зоны были ребалансированы и где у нас остался незаполненный имбаланс. Для того, чтобы нам в данном движении определять имбаланс, мы его находим по тренду. В данном случае я вижу имбаланс вот здесь, да, то есть между вот этой свечой, и дальше идет движение вниз, здесь имбаланса больше нет. Внутренние бары я игнорирую при определении имбаланса. Мы видим, что данную зону мы не коснулись. Вот это движение у нас было полностью заполнено. Мы сделали как раз ребалансировку данного движения. Плюс вот здесь у нас тоже была ребалансировка вот этого движения. Ну, ниже есть тоже имбаланс, я выделю его одним движением. Вот этот мы немного исправим. Дальше мы видим с вами снова в нисходящем движении. У нас есть имбаланс вот здесь. Мы его тоже ребалансировали. Дальше у нас идет имбаланс уже вот здесь. Мы его тоже ребалансировали. Здесь внутри. Между двумя свечами я имбаланс не могу найти. Между вот этими свечами вот здесь маленький есть. Мы его тоже заполнили. Соответственно, что нам даст данное движение, данный имбаланс? Тот имбаланс, который не является ребалансированным, очень часто перекрывает цена. Мы видим с вами импульсное движение. Цена приходит к данной зоне, заполняет ее и продолжает нисходящее движение. Соответственно, даже просто используя имбаланс, есть торговые стратегии, в которых люди входят либо от 50%, либо от начала заполнения, стоп ставят за локальный хай, либо над ордер-блоками, и тейк ставит за лой. Соответственно, в данном случае, просто используя ребалансировку имбаланса, можно было бы заработать на данном движении графика. Но после того, как мы с вами поговорили про имбаланс, наша задача разобраться с ордер-блоком. Для определения ордер-блока нам обязательно нужно увидеть свечу, которая снимает ликвидность с предыдущей. То есть, например, у нас идет нисходящий тренд, после чего у нас появляется некая разворотная свеча, которая начинает технически правильный откат. Но после этой свечи у нас должен быть всегда имбаланс. Именно тогда свеча, которая снимает ликвидность с предыдущей, то есть по факту она начинает правильный откат, и имеет после себя имбаланс, именно она для нас будет являться тем самым ордер-блоком. То есть для себя мы выделим вот эту вот зеленую свечу как ордер-блок и будем ожидать ее как зону интереса и реакцию от нее. Но бывает такая ситуация, когда у нас идет правильный откат, вот наша черная свеча, которая снимает ликвидность предыдущей, то есть мы видим вот эту вот реакцию, вот эту вот манипуляцию, но после нее у нас нет имбаланса, то есть между вот этой и вот этой свечой имбаланса нет. Что нужно для этого делать? Для этого нам нужно найти следующую свечу, после которой есть имбаланс. И мы поднимаемся по каждой свече в правильном откате и ищем между ними имбаланс. И мы видим с вами, что именно вот здесь, между вот этими свечами, у нас есть замечательный имбаланс. Какая же тогда свеча будет у нас являться ордер-блоком? Для этого нам нужно взять последнюю свечу, от которой мы находили имбаланс, и таким образом, используя правило перенос, мы будем переносить ордер-блок от этой свечи на эту и на эту.
Дальше мы с вами должны найти следующую свечу, которая является у нас ордер-блоком. Мы видим движение вниз, но в этом правильном откате у нас имбалансов нету. Следующее движение идет дальше вверх. Мы видим с вами снятие ликвидности вот этой зеленой свечи по отношению к нашей черной свече, и после нее есть имбаланс. Соответственно, если здесь есть имбаланс, мы обязательно будем выделять нашу зеленую свечу как ордер-блок. При этом иногда бывает вот такого вот рода ситуация, когда у нас непосредственно черная свеча является основной, и внутри нее находится вот эта вот зеленая свеча. Какой свечой тогда будет у нас являться наш ордер-блок? Мы с вами помним из правил определения имбалансов, что мы будем искать имбаланс между вот этой черной свечой и вот этой зеленой. Ни в коем случае не между вот этой и вот этой. Соответственно, ордер-блоком будет являться в данном случае именно черная свеча. Именно ее мы определим как ордер-блок. Вот эту вот зеленую свечу мы с вами будем игнорировать, и она у нас будет являться внутренним баром. Дальше мы смотрим движение вверх, и появляется еще одна черная свеча, после которой будем искать имбаланс. Имбаланс у нас находится между вот этой зеленой свечой и вот этой вот следующей. Соответственно, ордер-блоком, исходя из правила переноса, у нас будет являться вот эта вот зеленая свеча. Вот такие незамысловатые правила определения ордер-блок, однако они имеют свои определенные правила. Как же это выглядит на обычном графике? Мы видим с вами нисходящий тренд, по этой причине мы должны выделять ордер-блоки именно по тренду. Нас сейчас не интересуют ордер-блоки против тренда, потому что мы понимаем, что мы намерены продолжать нисходящее движение, поэтому нас будет интересовать ордер-блок именно по тренду. В данном случае мы видим вот эту замечательную свечу, которая снимает ликвидность предыдущей, и после нее есть огромный имбаланс. Она и будет ордер-блоком. В данном движении у нас имбаланса нет, поскольку первая свеча не имеет расстояния между третьей. Соответственно, после второй у нас есть имбаланс, и она будет являться ордер-блоком. Однако мы с вами понимаем, что над этой свечой у нас находится имбаланс, а IDM — это как раз ликвидность, и мы с вами не будем использовать данный IDM для чего? Для точки входа. И, соответственно, ордер-блок тем более не будет использоваться как потенциальная точка входа для продолжения исходящего движения, поскольку у нас есть побуждение, которое побуждает других участников как раз и открывать эти позиции. Что мы с вами видим после некого движения вверх, цена делает манипуляцию. А чем является это, кстати, движение вверх? Как раз это заполнение имбаланса. И сделав ребалансировку, мы получаем с вами точку входа на младшем таймфрейме и продолжаем нисходящее движение. Что же у нас по данному движению? Мы обязаны, во-первых, поставить верхнюю точку. Дальше мы наблюдаем, где здесь у нас есть ордер-блоки. Так, по-моему, да, вот здесь вот есть ордер-блок между вот этой свечой и вот этой. У меня есть имбаланс, но мы видим внутренний бар, соответственно, мы его игнорируем. В данном движении у нас имбалансов нету. В данном движении у нас тоже имбалансов нету, соответственно, мы не можем здесь указать ордер-блок. И что мы видим? Мы видим с вами реакцию на ордер-блок. Цена приходит в данную зону, мы получаем с вами потенциальную точку входа. Ну и по-хорошему в обычном стандартном движении можно рассматривать вот такого вот формата позицию. Конечно, это пока чопорно, без перехода на младший таймфрейм, то есть, ну, по сути, всего лишь 1 к 2,5. Ну, такой себе РР. Мы посмотрим с вами чуть позже точки входа, которые позволят увеличить данный риск-прибыль в несколько раз. Сейчас мы поговорим про одну из разновидностей ордер-блоков, это EFC-свеча. EFC-свеча отличается от самого ордер-блока тем, что мы этой свечой снимаем ликвидность, и после нее не всегда нас интересует баланс. То есть это свеча, которая мгновенно снимает некую ликвидность. Очень часто самое приятное — это когда мы снимаем IDM, либо мы обновляем хай босса, и после чего делаем резкое поглощение. Как выглядит данная свеча? Обычно эта свеча выглядит в формате молота, в формате некой свечи с коротким телом и с большой тенью. Цвет свечи в данном случае не важен, то есть тот формат, которым мы закрылись по итогу, нас не интересует. Нас интересует то, что данная свеча снимает ликвидность, то есть если мы увеличим данный кусок, то мы увидим, что цена снимает ликвидность с IDM. При этом даже на самом деле не важно, каким образом закрылись мы ниже этого IDM. Не закрылись, важен факт снятия ликвидности и поглощения. Поглощение, особенно поглощение следующей свечой. Что дальше мы будем делать с этой свечой и как мы будем ее использовать? Если после нее есть имбаланс, то нас будет интересовать целиком данная свеча, и мы будем понимать, что если
цена возвращается к данной свече, это как раз и будет потенциальная точка входа для продолжения нашего движения. То есть мы получаем снятие ликвидности, мы возвращаемся к данной цене, делаем ребалансировку, заполняем наш имбаланс, и после чего, счастливые, довольные, идем выше. То есть наш ордер будет выглядеть вот таким вот образом. Если же после данной свечи нет никакого имбаланса, мы можем использовать именно тень данной свечи. При этом есть дополнительный фактор, который мы будем чуть позже изучать. Это переход на младший таймфрейм и использование на младшем таймфрейме сетапов для увеличения своей точки входа. То есть при возврате цены в зону, в тень, мы получим с вами точку входа на младшем таймфрейме и войдем с намного более приятным входом и нашим риском прибыли. Точно так же, как данная свеча работает по обновлению ликвидности, это может быть ADM, это может быть ордер-блок, который был после ADM, это может быть экстремальная ликвидность зоны интереса, мы изучим с вами чуть-чуть позже. То же самое может быть с нашим боссом. Когда у нас есть некая верхняя свеча, мы приходим к ней, показываем намерение, что мы сейчас будем закрепляться, однако после того, как мы ее обновили, мы видим свечу поглощения, и после нее следующая свеча начинает движение вниз. Здесь точно так же нас будет интересовать возврат к данной свече, если у нас после вот этой свечи был имбаланс, то есть мы будем полностью ее использовать для точек входа, для поиска точек входа, либо же нас будет интересовать только тень свечи, если имбаланса никакого не было. Точно так же мы можем ее рассматривать и на младшем таймфрейме. Как это будет выглядеть на обычном графике? У нас идет восходящий тренд, у нас есть ITM, мы с вами видим, что внизу у нас есть ордер-блок, но при этом цена спускается вниз, забирает наш IDM и показывает, посмотрите, какого рода реакцию на нашу замечательную ликвидность. Это как раз у нас и будет экстремальная ликвидность, после чего показывает хорошее поглощение, и следующая свеча у нас тоже идет вверх. В данном случае нас интересует третья свеча. Третья свеча у нас, получается, не показывает никакого имбаланса. Мы можем с вами выделить тень, ту оставшуюся тень, которая у нас получается, и попробовать даже без перехода на младший таймфрейм посмотреть, каким образом отработает данная позиция. То есть мы выставляем свой стоп, выставляем свою точку входа. Ну, тейк давайте уже не будем выделываться, давайте хотя бы 1 к 7 попробуем. Получаем точку входа. И счастливые, довольные, видим отработку данного сценария. Данные свипы очень круто работают именно после комплекса снятия ликвидности, и вы очень часто увидите, что отработка EFC свечи намного чаще показывает себя, даже намного более качественно себя показывает, даже чем отработка того же ордер-блока. Почему? Потому что мы с вами снимаем постоянно ликвидность других участников, снимаем ликвидность ритейла. Как раз то, о чем мы сейчас с вами и поговорим. Самой важной вещью в Smart Money является ликвидность. Именно понимая ликвидность, вы сможете верно определять, какой контекст дальнейшего движения будет происходить на графике. Именно благодаря ликвидности вы верно будете определять точки входа, которые необходимо совершить, и определять направление движения. Для того, чтобы понимать ликвидность, вам необходимо учитывать, что ликвидность — это не всегда только стопы других участников, это еще и потенциально уровни, на которых другие участники будут рассматривать позиции точки входа. Обычно самый простой пример понять, что такое ликвидность как точка входа, это, например, пробой трендовой линии, закрепление под этой трендовой линией, ее ретест, и как раз люди, которые используют теханализ, будут входить в продолжение после закрепления, либо подход к определенному сильному уровню, после которого мы обычно ждем его пробой, ретест и выход. Но очень часто такие движения заканчиваются небольшими пересвипами, остановкой небольшой цены, и улетает цена в другую сторону. Поэтому нам нужно обязательно понять, как думают другие трейдеры, и использовать это в своей торговле. Поэтому для того, чтобы торговать ликвидность, обязательно нужно дождаться снятия данной ликвидности, и после чего искать точку входа. Код трейдеров. Точку входа можно искать как на младшем таймфрейме, так и на том таймфрейме, которым вы определились работу ликвидности. Первоначально на младшем таймфрейме, конечно, это будет позиция намного лучше, но в средний срок можно работать и с тем таймфреймом, который вы рассматриваете. Например, в данном движении мы видим с вами восходящую структуру, у нас есть с вами несколько точек, у нас есть продолжение восходящего движения, однако мы видим с вами трендовую линию. И для большинства участников, которые торгуют технический анализ, это будет как раз
тот уровень, который мы пробили, мы закрепились над ним и получили ретест. Что это значит для других участников? Это означает, что почему бы нам не войти вот в такую вот позицию? Ну, тейк хотя бы поставить за ближайший лой. По этой причине другие участники будут входить в данные позиции, и по факту мы видим, что они получат стоп. Как же мы, используя данную информацию, могли бы ее использовать в своей торговле? Мы с вами видим уровень пробоя IDM, наша задача найти ордер-блок, и я думаю, что вы уже понимаете, что это как раз предыдущий пример, который мы рассматривали с EFC свечой. По сути, мы видим, что данное нисходящее движение заканчивается непосредственно EFC свечой, от которой можно рассматривать позиционное продолжение восходящего движения со стопом под EFC свечу и тейком к нашему боссу. По итогу 1 к 8 просто из понимания ликвидности. При этом, когда цена поднимается выше, многие участники вот здесь вот будут уже игнорировать данную трендовую, либо ожидать к ней ретеста. И посмотрите, цена его не дает и просто улетает без них. То есть, по сути, мы получаем обман со всех сторон участников, которые искали трендовую ликвидность. В данном примере есть точно такой же. Это все, кстати, по тренду. Я пока против тренда даже ничего не рассматриваю, да? То есть в данном случае есть хорошее движение, точно такое же трендовое. Мы приходим к цене, мы даже показываем здесь некие манипуляции. А чем является данная свеча? По сути, данная свеча является той же самой EFC свечой с переходом на младший таймфрейм, которую можно было бы отторговать, либо при дальнейшем движении, при дальнейшем подтверждении. Точно такую же ликвидность можно рассмотреть и в данном месте, уже с закреплением, уже снова с ретестом, но посмотрите, цена не доходит даже до вот этого лоя, что говорит о чем? А цена нам не дает точку входа. Если посмотреть по внутренней структуре у нас есть IDM, и мы снимаем просто ближайшую всю ликвидность. После чего у нас идет поглощение, и на возврате к этой свечи у нас с вами, конечно, сама точка входа не маленькая, но поскольку есть имбаланс, на возврате к этой EFC свече можно продолжить восходящее движение и войти в продолжение тренда. Также очень часто у нас есть что-то в формате очень-очень сильного уровня. Смотрите, у нас идет восходящий тренд, у нас с вами удар, еще удар, цена уважает данный уровень, и после чего цена улетает вверх, закрепляется над ним. Это что означает? Это означает то, что при возврате к этому уровню, вот в этом месте, здесь для ребят, которые торгуют технический анализ, будет самая хорошая точка входа. Допустим, что они входили бы в какой-нибудь, ну, даже, я не знаю, вот в таком формате. По итогу что? По итогу мы видим, что данная позиция получила стоп. Для нас же здесь что мы можем рассмотреть? Причем, кстати, да, получила стоп и улетела резко вниз. Для себя что мы можем здесь рассмотреть? Еще один пробой той же трендовой ликвидности, пересвип ликвидности и продолжение восходящего движения. То есть здесь потенциально мы могли для себя найти точку входа. Либо в данном сценарии, понимая трендовую ликвидность, понимая то, что здесь у нас есть пробой, присоединиться к нисходящему движению на младшем таймфрейме. Соответственно, таким образом, используя базовое понятие сильных уровней сопротивления, поддержки, определяя тоже дневную ликвидность, недельную ликвидность, закрепление над ними, ретесты этих уровней, вы можете, исходя из структуры зон интереса, ордер-блоков и EFC свеч, вы можете определять дальнейшее движение и что будет дальше на графике, понимая, где не только входят другие участники, но и куда они хотели бы поставить свой ход в позицию. Соответственно, за входом в позицию и будут дополнительно снова собираться стопы, что очень сильно усиливает движение цены, точно так же, как и вот в этом примере. То есть мы понимаем, что где-то за этими уровнями, да, даже на вот этом откате, вот за этими уровнями это просто собиралось каскад ликвидности, который цена просто потом рванула и как ни в чем после этого просто улетела выше. Вот такого вот формата у нас ликвидность, а мы идем дальше. Но сейчас мы с вами поговорим о Smart Money Trap. Это еще один вид ликвидности, и уже этот вид ликвидности основан на других трейдерах Smart Money. Это ликвидность, которую они создают. Почему они ее создают? Потому что они не до конца понимают, либо верно не определяют структуру, и из-за этого неверно идентифицируют для себя зоны интереса. При этом мы с вами понимаем, что большинство трейдеров Smart Money, они торгуют,
по факту практически каждый ордер-блок, практически каждый имбаланс, и поэтому они, в большинстве всегда в убытках, потому что они постоянно себя путают вот этими вот структурными точками, которые всегда почему-то не доходят, никуда не доходят. При этом из-за того, что они постоянно сокращают свои стопы, они как раз и получают большее количество этих стопов из-за сокращения, потому что если сравнить точку входа того же трейдера по техническому анализу, стоп у него обычно намного выше, и из-за этого срабатывание этих стопов, математически просто меньше. При этом трейдеры Smart Money, поскольку торгуют каждый ордерблок, пытаются каждый ордерблок идентифицировать, они нарываются на то, что они получают после каждого слома стопы. Итак, рассмотрим пример SMT-блоков на нашем графике. У нас идет с вами медвежий тренд, у нас есть уровень босса, у нас есть прорыв, который определяет то, что тренд продолжает свое нисходящее движение, и мы в данном случае будем рассматривать точки входа в продолжение нисходящего движения и искать, естественно, зоны интереса. При этом, что мы с вами видим? В течение этого движения у нас было несколько ордер-блоков, которые мы могли бы с вами отработать. Это первый блок, это у нас второй блок, и еще один, вот этот вот у нас замечательный третий блок. Но почему именно вот этот третий блок у нас не отработал? Потому что он является SMT-блоком. Это тот блок перед IDM. Он всегда является ловушкой, и всегда цена стремится его забрать. Обращая внимание на снятие ликвидности, на снятие непосредственно нашего IDM, мы будем принимать решение о входе в сделку. То есть ни в коем случае даже вот момент прихода цены до снятия нашего IDM мы не будем рассматривать точки входа ни отсюда, ни отсюда, ни отсюда. Никаких лимиток быть не может. При этом мы понимаем, что другие Smart Money трейдеры как раз будут искать уже заведомо сразу выставлять свои лимитки и ожидать, чего сделает цена. Нас будет интересовать, естественно, снятие IDM, и только после этого мы будем принимать решение о входе от наших ордер-блоков. Соответственно, в данном случае у нас отработал IDM ордер-блок, и цена поехала ниже. Но что мы с вами видим? Мы с вами видим, что поскольку цена закрепилась за IDM ордер-блоком, для других трейдеров Smart Money очень часто будет очевидным вот этот вот блок, от которого нужно, мы же получили с вами конферм, первый, второй, и все, и цена должна полететь выше. Соответственно, здесь другие участники рынка будут принимать решение о том, чтобы входить в продолжение восходящего движения. Соответственно, это точно так же будет красный блок, SMT, ловушка, которую мы не будем использовать, и мы будем понимать, что наоборот, наша задача работать в обратном направлении, в продолжении нисходящего движения. При этом мы должны с вами понять, что до момента босса, до момента вот этого пробоя, вот этот вот блок, он точно так же будет сейчас являться все-таки не зеленым, не тем блоком, который мы будем рассматривать для позиции, а SMT-блоком. Он не является той самой зоной интереса, которая нас интересует. Она нас будет интересовать только после того, когда мы с вами снимем побуждение. У нас есть IDM, мы его снимаем, и только после этого этот блок превращается из красного для нас в зеленый. Это не ловушка, это конкретная зона интереса, которая нас будет интересовать. Дальше у нас расставляются структурные точки. При этом снова есть подтверждение, и мы летим импульсными свечами выше. Что будут думать другие трейдеры Smart Money? Их задача будет рассмотреть в данном случае данный блок как потенциальную точку входа в продолжение восходящего движения. Да, я понимаю, что многие трейдеры могут разделять свои точки совсем по-другому, выделять другие ордер-блоки, но в среднем зоны интереса будут выглядеть примерно такого же образа. Дальше цена у нас спускается ниже, и мы с вами видим, что мы делаем снова полотелый босс, мы находим IDM. Когда мы находим IDM, мы должны выделить вот этот замечательный ордер-блок. После того, как мы видим IDM, это у нас уже зеленый ордер-блок, то есть это наша обычная зона интереса, не SMT. SMT мы выделяем красным, зеленым мы выделяем те блоки, которые являются у нас структурными зонами. После чего цена движется вниз, и мы должны перенести IDM. Здесь мы с вами понимаем, что вот этот блок, он будет, секретное слово, которые являться у нас SMT-блоком, соответственно, ловушкой для других участников рынка, для тех же участников, трейдеров Smart Money. При этом у нас есть еще и зеленый блок, который у нас как раз является тем же IDM-OB, и данный блок является зоной интереса для трейдеров, непосредственно для нас, понимая, что первоначально трейдеры Smart Money, которые определяют структуру по обычной стандартной разметке, они здесь могут рассмотреть для себя
точку входа в продолжение, мы же эту точку входа для себя рассматривать не будем. При этом, если мы присмотримся к данному движению, мы видим закрепление над ликвидностью. По факту мы получили первый слом, после чего у нас есть подтверждение данного слома, что говорит о том, что другие участники захотят искать точку входа. Ну, например, от той же тени свечи, почему бы нет. На младшем таймфрейме это будет тот же ордер-блок, поэтому на поглощении, как скрытая зона интереса, почему бы нет, другие участники могут рассмотреть здесь продолжение восходящего движения. Либо вот здесь вот у нас есть супер красивый ордер-блок, и мы понимаем, что неверная идентификация структуры и неверная идентификация зон интереса, идентификация их без понимания снятия ликвидности, без понимания побуждения, она приводит к тому, что другие участники получают стопы, и это им не позволяет торговать в плюс. По этой причине обязательно учитывайте в своей стратегии SMT-блоки, а мы идем дальше. Одним из важных элементов ликвидности является хай и лой предыдущего дня. И, казалось бы, мы много-много раз уже слышали про эти хаи, лои, что там ничего сверхъестественного особо нету. Но мы сегодня с вами посмотрим данную ликвидность немного с другой стороны. Мы не просто будем определять хай и лой предыдущего дня, мы будем определять данные точки как зоны, которые являются зонами с высокой вероятностью отработки и низкой вероятностью отработки. Как обычно происходит в Smart Money. Трейдеры размечают хаи и лои предыдущих дней, и когда цена подходит к данным зонам интереса, они их воспринимают как точки входа. То есть они собираются входить в противоположную сторону. Но если мы с вами вспомним главное правило торговли, торгуй по тренду, по сути, очень часто данное правило определяется неверно, то есть оно противоречит этому правилу, да, то есть сами точки входа, они полностью противоречат правилу «торгуй по тренду». По факту, если я вижу непосредственно в данном случае пробой хая вот этой свечой, соответственно, по логике я должен торговать шорт. Но мы с вами видим, что в любом случае цена пошла дальше, выше. Но при этом, если мы посмотрим на данную ликвидность немного с другой стороны, мы с вами можем определить, что в восходящем тренде пробой хая предыдущей свечи является ликвидностью, которая отработает с низкой вероятностью. При этом, если же у нас следующая свеча пробивает предыдущую снизу, именно в восходящем тренде, то это будет отработка с более высокой вероятностью. Что для нас это означает? Если в восходящем тренде свеча пробивает предыдущую сверху, наша с вами задача рассматривать позиции в продолжение восходящего движения. То есть не искать точки входа в разворот. Да, периодически они будут случаться, но практика показывает, что очень часто с большей вероятностью мы в любом случае покажем некий откат, и на этом откате от понятной зоны интереса мы просто присоединимся к восходящему движению. Менее вероятной отработкой сценария будет обновление хая и продолжение поиска позиции в нисходящую сторону. То есть как это может выглядеть на графике. Мы с вами поднимаемся выше, мы формируем обновление ликвидности, это хай предыдущего дня, и после этого рынок иногда может показывать некую коррекцию. При этом рынок снимает ликвидность, снимает побуждение, получает реакцию от зоны интереса и счастливо, довольны на стопах других участников улетает дальше. И мы видим день, который закрывается полнотела, что их хорошо далеко улетает. При этом другие участники получают здесь свои стопы. То же самое у нас работает и при обновлении лоя предыдущего дня. То есть у нас есть некая линия, у нас есть некое движение, некий лой, после которого цена делает его манипуляцию. При этом она может даже спокойно закрепиться под ним полнотела. И в данном случае нам поможет определение структуры, нам поможет определение зон интереса, которые у нас будут митигированы, которые будут не митигированы, имбалансы, которые будут не заполнены. Соответственно, наша будет задача рассматривать точку входа в продолжение восходящего движения после того, как мы снимаем ликвидность высокой вероятности, то есть это лой предыдущего дня, для того, чтобы продолжить восходящее движение и присоединиться к восходящему тренду, что мы и видим с вами на графике. Соответственно, мы с вами понимаем, что отработка, даже вот здесь, отработка хая предыдущего дня будет являться, и вот эта вот коррекция будет являться отработкой с низкой вероятностью, потому что это может быть обычным движением вниз, да, то есть мы с вами видим вот этот уровень пробоя, это будет обычной корректировкой вниз, которая на следующий день может дать нам хорошую точку входа, и мы можем присоединиться к восходящему движению. Данное отношение, данный взгляд на график позволяет еще и увеличить свой риск прибыли. Как это сделать? Обычно, если мы получаем с вами точку входа
по тренду, мы понимаем, что мы сможем с вами затянуть свой тейк за хай, либо потянуть его еще немного выше, исходя из ликвидности, которая у нас находится на дневном таймфрейме. То есть, по сути, вы можете сделать комбо, проанализировать график на дневном таймфрейме, поискать точку входа на 15-минутном, осуществить саму точку входа на минутном таймфрейме и по итогу вместо 1 к 1 получить 1 к 10 до локальной ликвидности, которая не противоречит никакой логике движения и является продолжением восходящего движения. Поэтому, если мы посмотрим на данный график, мы можем увидеть, что обновление хаев по тренду не является потенциальной точкой входа. Да, она может отработать, да, вы можете получить там сделку, но проблема этой сделки в том, что потенциал самого движения вниз, он не является большим. При этом, да, мы понимаем, что будут происходить коррекции. Но очень часто работа в этих коррекциях как раз и является выжиданием хорошей точки входа для того, чтобы получить сделку с высокой вероятностью. То есть мы с вами будем просто наблюдать за обновлением лоев, приход в следующую зону интереса, да, то есть как и здесь, снятие какой-то ликвидности. На младшем таймфрейме мы ее определяем и присоединяемся к восходящему тренду. То же самое у нас будет и в нисходящем тренде. Если у нас идет тренд в нисходящем направлении, ликвидность, которую мы снимаем с предыдущих хаев, она будет у нас высокой вероятностью. Ликвидность, которую снимается с слоев, она будет отработкой низкой вероятностью. Точно такая же задача, когда мы обновляем хай предыдущей свечи, наша задача по тренду увидеть зоны интереса, которые нас интересуют. Возможно, это будет локальное снятие ликвидности, возможно, это будет снятие компрессии, и после чего, исходя из понятных нам сетапов, наша задача присоединяться к нисходящему движению. При этом локальный лой будет выступать первой зоной фиксации, либо следующая зона фиксации, которая находится у нас по левой стороне с точки зрения ликвидности. Как это все выглядит у нас на графике? У нас есть с вами начало восходящего тренда по биткоину. Мы предполагаем, что от 5 августа у нас идет разворот, и счастливые и довольные на начале восходящего тренда мы будем присоединяться. При этом мы видим, что вот эта черная свеча снимает лой с предыдущей свечи. О чем это нам говорит? Это говорит о том, что мы имеем право, перейдя на младший таймфрейм, разобравшись с тем, что там происходит, а что для нас здесь происходит. Для нас происходит хорошая, красивая манипуляция, которая заканчивается снятием непосредственно ликвидности. Если мы снимаем ликвидность, для нас это все будет выглядеть как и все свечи. Не такие привычные, как бы вы хотели себе видеть, но они тоже для нас будут являться ликвидностью, точнее признаками того, что мы поснимали ликвидность. Соответственно, для нас нужно будет рассматривать точки входа в продолжение восходящего движения. В данном случае, если мы рассматриваем точку входа отсюда, мы получаем с вами стоп. Ну, стопы тоже бывают, это нормальная штука. Но после этого мы видим, что у нас происходит точно такое же движение вниз, точно такой же имбаланс, резкое поглощение вверх, и мы счастливые, довольные, можем рассмотреть со старшего таймфрейма точку для присоединения в данную сделку. Да, мы можем еще перейти на более младший таймфрейм, еще немного лучше увеличить свои риск-прибыль, но при этом даже до локального хая, если мы посмотрим отработку, мы получим 1 к 8. То есть без увеличения своих позиций, без увеличения перехода на младшие таймфреймы мы принимаем решение и входим в данную позицию. При этом мы прекрасно понимаем, что в течение всего дня, даже вот в этом движении, к сожалению, здесь не было хорошего возврата, но при снятии того же IDM можно рассматривать присоединение к данному тренду после того, как цена дополнительно заполнила имбаланс. И, кстати, да, нет, она даже тут не имбаланс, тут коснулась ордер-блока, потому что здесь ордер-блока нету, а вот она приходит в ордер-блок IDM-OB, и по тренду мы можем присоединиться к данному движению. При этом мы с вами видим еще манипуляцию вниз, и по тренду мы с вами говорили как раз работа с данным движением. Давайте посмотрим, как мы работали с хаем предыдущего дня. То есть технически, смотрите, мы первоначально отрабатывали вот этот вот хай, да, то есть по сути можно, конечно, кому-то даже удалось бы здесь получить хорошую какую-нибудь точку входа, но после работы с локальной ликвидностью, недоходом до нашего СМТ-блока, цена начинает разворачиваться и продолжать свое восходящее движение. Для нас здесь в данном развороте точек входа нету, однако работа снова с предыдущей ликвидностью и манипуляция ниже, как раз снятие IDM для нас и будет потенциальной зоной, в которой можно присоединяться к восходящему движению. При этом, когда мы снова пробиваем предыдущий хай,
Когда мы снова пробиваем предыдущий хай, мы видим, что другие участники рынка могли бы в данном случае и имели здесь прям необходимость присоединиться, попытаться развернуть рынок и присоединиться к нисходящему движению. Что с ними происходит? Их рынок постоянно наказывает и улетает дальше уже без них. Точно такая же история происходит с хаем предыдущего дня. То есть низковероятная отработка, да, низковероятная отработка, она дает нам с вами, то есть вот снятие хая предыдущего дня и попытка многих участников пойти ниже. Но поскольку вы же понимаете, что люди набирали в течение нескольких дней, пытались шортить, в данном случае они для себя будут видеть нещадное количество сделок, которые обязательно нужно будет забрать. По этой причине для себя они не видят здесь потенциала в продолжении восходящего движения. И это мы прекрасно понимаем, что снятие ликвидности, снова работа через манипуляции, да, в данном случае снова получаем стоп, почему-то все примеры через один стоп, но в любом случае присоединение к восходящему движению с более высоковероятностной сделкой, и мы счастливые, довольные, улетаем выше. То есть вот здесь у нас ордер-блок, и к этому ордер-блоку можно будет присоединиться. Единственное, присоединиться будет вот так на откате. По итогу мы получаем вот такую вот позицию. Счастливые, довольные, зарабатываем благодаря дневной ликвидности, которую другие участники рынка не хотят принимать. В данном случае мы понимаем, я думаю, многие из вас были на этой стороне, что нужно постоянно другим участникам рынка, другим трейдерам Smart Money постоянно шортить. При этом мы видим, что цена не доходит до локальной ликвидности, она ее не снимает. И, соответственно, о чем это говорит? Это говорит о том, что многие участники не получают даже здесь свои точки выхода. Не получают тейк-профиты. По итогу получают убытки, либо получают безубытки. Сейчас мы с вами поговорим про один из самых распространенных способов входа в Smart Money. Это вход через подтверждение, вход через чоч. Суть данного входа заключается в том, что мы с вами будем очень-очень сильно использовать, что, естественно, наш любимый имбаланс. Именно имбаланс будет являться подтверждением для того, чтобы мы разрешили себе войти в позицию. Суть данного метода входа будет заключаться в следующем. Если цена приходит к зоне интереса, либо делает свип, мы должны посмотреть, каким образом цена сделала данную манипуляцию. Если цена подошла к данному движению, мы получили реакцию от данной зоны, и после этого движение началось вниз, и мы забираем наш IDM. То есть мы пробиваем его, на самом деле неважно как, свипом либо полнотело, важен факт того, что мы его забрали. Именно в этом случае здесь IDM будет называться все-таки не побуждением, а здесь мы его будем называть чоч. По какой причине? По той причине, что сейчас предположительно, исходя из нашего анализа, должно начаться смена характера, то есть цена должна пойти вниз. Соответственно, мы для себя констатируем данное движение, пробой данного уровня как смену характера с восходящего на нисходящий. Именно поэтому первый правильный откат, первая ликвидность, которая будет встречаться в данной зоне, она и будет для нас вот этой вот сменой характера. После чего у нас начинается нисходящий тренд, в котором первое движение, оно будет именоваться непосредственно IDM, то есть нашим побуждением. Какая суть данного входа? Если мы пришли с вами в зону старшего таймфрейма, желательно данное движение использовать по тренду. Да? То есть у нас идет некий нисходящий тренд, идет некая манипуляция, и на более старшем таймфрейме мы приходим с вами, снимаем IDM, потом приходим в зону интереса. И по тренду мы получаем такую реакцию, после чего мы ожидаем, что цена будет идти дальше в продолжении нисходящего движения. Когда мы видим с вами слом нашего чоч, мы должны не входить сразу же. Мы должны дождаться обязательно снятия данного IDM. После снятия IDM будет у нас 3 варианта точки входа. Первый вариант. В данном движении нет никаких зон интереса. Что это означает? Это означает, что мы с вами не будем именно здесь входить. Мы будем рассматривать точку входа после пробоя IDM на вот этой вот свече. Данная свеча будет у нас называться скобом, о скобе мы поговорим немного дальше. Суть данного скоба в том, что возврат к нему будет говорить о потенциальной точке входа в нисходящем движении. То есть цена будет возвращаться, и мы можем присоединиться как один из вариантов.
Более стандартной точкой входа в данном движении у нас будет то, что мы найдем с вами здесь ордер-блок. Скорее всего, он будет. После него будет имбаланс, и мы будем рассматривать точку входа либо от имбаланса, либо от ордер-блока. Тот формат, в котором мы будем рассматривать данную точку входа, от этого будет зависеть наш риск-прибыль. Да? То есть, соответственно, если мы будем брать от имбаланса, риск-прибыль у нашего уменьшится, потому что мы увеличим длину стопа. Если же мы с вами будем брать от ордер-блока, риск-прибыль очень сильно увеличится по той причине, что сам стоп будет намного меньше. Также предлагаю рассмотреть еще один вариант входа, это стоп приказом. Что это означает? Когда цена доходит до вашей целевой зоны, вы не входите лимитным ордером, да, то есть как вы обычно будете делать? Вы выбираете зону, вы выставляете стоп-приказ и входите в данную позицию. Я же вам предлагаю рассмотреть еще дополнительно вход стоп-приказом. Что это означает? Вы дожидаетесь, когда приходит цена в зону интереса, и только тогда, когда мы поглотили после реакции в этой зоне следующую свечу, да, то есть у вас есть некая зеленая свеча, после чего следующая свеча ее поглощает, то есть показывает реакцию желания пойти вниз. Она у нас будет в данном контексте, естественно, черная. И именно тогда вы будете принимать решение входить в позицию. Что это вам даст? Это вас спасет от того, что мы будем делать лишние пересвипы, которые могут случаться в данном сетапе. Да? То есть, да, есть подтверждение, но в любом случае вы можете себя немного обезопасить. Куда ставится тейк? Тейк ставится за ближайшую ликвидность на 15-минутном таймфрейме. Какие есть опасности в данном входе? Ну, первое — это, естественно, жадность. Первое — это жадность. Трейдеры не дожидаются снятия данного побуждения. На откате, когда цена пробивает чёч, на откате они от зоны интереса пытаются получить точку входа. Что после этого делает цена? Цена продолжает свое движение выше, забирает их стопы и после этого идет вниз, на самом деле делая тот же чёч, и при этом трейдеры могли бы получить более хорошую точку входа. Поэтому здесь нужно обязательно дождаться снятия побуждения и войти только после этого. По сути, вы получаете дополнительное подтверждение. Как данный формат может выглядеть еще? В данном случае попробуйте найти отличие между вот этим примером и вот этим. Давайте пару секунд, подумайте. Разница двух этих случаев в том, что мы пришли в зону интереса, и после того, как мы пришли в эту зону, мы не получили сразу же слом структуры. Да? То есть первоначально, когда мы пришли в эту зону интереса, наше побуждение находилось немножко ниже, но после того, как мы еще раз вошли в эту зону, либо ее пересвипнули, да, то есть первый свип, второй пересвип, мы с вами будем рассматривать позицию только после того, как мы собрали чёч. В этом случае, поскольку мы сделали первое снятие ликвидности, многие вошли лимиткой в этой зоне интереса, да, многие другие трейдеры без побуждения, они собираются уже на откате к этому движению, да, на откате уже здесь, они уже ищут ордер-блоки и счастливые, довольные влетают в нисходящем тренде, надеясь получить вот такое движение. Однако именно побуждение позволяет нам отсрочить свою точку входа и, исходя из этого, дождаться продолжения нисходящего движения. Здесь у нас есть два варианта входа. Один вариант, который является стандартным, это будет после того, как мы сделали чёч, возврат в ордер-блок либо имбаланс вот этим движением. Он является в данном формате, поскольку мы сделали у касания 1, касания 2, консервативным, но в любом случае более защищенными вы будете чувствовать себя, когда вы будете входить непосредственно от данного блока, да, то есть вы как будто бы дожидаетесь второго блока и от него входите. То есть это уже, знаете, там через подтверждение. То есть у нас был чёч, а это идет движение через подтверждение. По сути, вы себя чуть больше защищаете. При этом, из-за того, что мы уже получили две манипуляции в данной зоне, данная точка входа тоже имеет место на жизнь, и она будет в том числе работать точно так же, как и предыдущая. Но в нисходящем движении данные точки входа выглядят точно так же. Если мы приходим в зону интереса одним движением, наша задача не входить до того момента, даже не разрешать себе искать точку входа до того момента, пока мы не сделали с вами чёч, пока мы не сняли побуждение. После этого мы должны снова дождаться снятия стимула, и после снятия данной ликвидности, данного побуждения, мы должны рассмотреть продолжение восходящего движения. Повторюсь, намного качественнее ваши сделки будут отрабатывать, если вы будете пользоваться стоп-приказом. Очень мало трейдеров знают данную хитрость, и из-за этого вы избежите
лишних вот этих вот проскальзываний, проскакиваний, движений непонятных цены. Второй вариант данного входа через щек, он будет звучать следующим образом. Если цена приходит к зоне интереса в нисходящем тренде, возвращается обратно, не забирая предыдущий откат, делая снова пересвип предыдущей ликвидности, да, то есть мы просто пришли, сняли ликвидность, и после этого цена летит в обратном направлении, снимает побуждение. На откате мы имеем право без дополнительных подтверждений входить. Почему? Потому что, по сути, мы сняли ликвидность с одной стороны, сняли ликвидность со второй стороны. И после этого поиск точки входа от имбаланса либо от ордер-блока и продолжение восходящего движения. Здесь вход стоп-приказом будет работать точно так же. Точно так же будет намного правильнее и качественнее входить именно тогда, когда мы получим поглощение. Сейчас данные примеры мы посмотрим с вами на графике. Так, у нас с вами идет нисходящий тренд, мы пробиваем босс, начинаем нисходящее движение, никакие зоны интереса у нас не отрисовываются, потому что мы не снимаем никакого побуждения, и в данном случае, когда мы обновляем вот этой вот зеленой свечой наш IDM, да, то есть от этой свечи мы нашли IDM вот здесь, мы начинаем рассматривать потенциальные точки входа. Первая зона интереса, которая находится возле нашего IDM, это будет вот этот замечательный ордер-блок. Следующая зона интереса, которая нас может интересовать, это будет экстремальный ордер-блок, который находится вот здесь. Дальше наша задача посмотреть, а как работает цена с нашими зонами интереса. Цена приходит к зоне интереса, и мы получаем первую реакцию. Что для нас это означает? Это означает, что мы обязаны с вами обязательно перейти на младший таймфрейм и поискать точку входа. Мы видим, что первое движение вверх, оно у нас произошло непосредственно вот этой вот свечой, и мы с вами не забрали чёч. Вот эта свеча имеет хай 60, данная свеча имеет хай 60, то есть мы не пробили ее. Соответственно, побуждение в данном случае находится у нас вот здесь. Смотрим, что происходит дальше. Дальше цена снова поднимается вверх, и мы обновляем данный хай. Для нас данное движение будет означать, что если мы пробьем следующее побуждение у нас находится вот на этом уровне, да, движение идет у нас в данном случае вверх, мы делаем откат и дальше идем вверх. Если мы пробиваем данный чёч, мы обязаны будем рассмотреть позицию в шорт. Что мы видим? Мы пробиваем данный чёч. Какие зоны интереса нас в данном случае интересуют? Поскольку здесь у нас все зоны митигированы, мы видим, что вот только вот здесь вот у нас прекрасный, красивый ордер-блок. Давайте мы его выделим. Вот у нас красивый ордер-блок на 1 минуте. Соответственно, если цена к нему вернется, можем рассмотреть точку входа в нисходящем движении. От перед блоком, стоп за блоком. Цена приходит и сразу же нас забирает к позицию. Что будет, если бы мы вошли с вами стоп-приказом? Да? То есть TX ставим за локальный лой, маловато. Немножко ниже он должен будет отработать у нас. Ну, потому что мы находимся в нисходящем тренде, мы можем немного увеличить свой тейк, потому что 1 к 4, знаете, не хочется такие тейки брать. Он такой маленький из-за того, что ордер-блок слишком низко, да, то есть понятно, если бы мы его опустили ниже, взяли агрессивную сделку, мы бы получили в 2 раза больше. Второй формат входа — это стоп-приказом, то есть мы можем выставить стоп под нашу замечательную зеленую свечу. И тогда, когда цена коснулась данного блока, мы можем войти на вот этой зеленой свече, которая ее полностью поглотила. Да? Здесь, конечно, уже риск-прибыль поприятнее, 1 к 6 до нашего лоя. И что мы видим? Цена делает еще один ретест. По сути, если вы не успели первый раз, вы можете присоединиться второй раз. Но здесь будьте всегда аккуратны, потому что вы можете попасть на побуждение. Да? То есть это, по сути, большая возможность, большая вероятность того, что цена может сделать еще движение выше и закрыть вас на побуждение. При этом, когда вы имеете такие риск-прибыль, вы имеете возможность здесь немного поработать более агрессивно, да, то есть получать немного более дополнительные стопы. Ну и по факту даже эта позиция отработала, да. Либо первый вариант, либо второй, оба нам принесли в данном случае прибыль. Давайте рассмотрим еще один вариант. Снова у нас идет нисходящее движение, снова мы должны от лоя найти EDM. Мы видим вот эту черную свечу, ее пробивает сверху вот эта черная, которая пробивает предыдущую с обеих сторон. Это означает, что здесь у нас есть EDM, и от него мы можем найти первый правильный ордер-блок, который у нас будет являться IDM UB.
Дальше в данном движении мы можем выделить еще вот этот замечательный ордер-блок, который у нас будет экстремальным. Когда цена подходит к нашей зоне интереса, да, мы видим, что цена собирает наш IDM, мы обязаны перейти на младший таймфрейм и посмотреть, каким образом цена к нему подошла. После того, как цена подошла к нашей зоне интереса, наша задача обязательно снова найти чёч, да, найти первый правильный откат, который у нас будет в данном случае именоваться чёч. После того, как цена получила реакцию, мы ожидаем снятия данной ликвидности для того, чтобы принять решение войти в позицию. Мы видим с вами реакцию, и цена снимает непосредственно нашу ликвидность. Теперь мы обязаны найти снова IDM и разметить зоны интереса, которые у нас находятся. Ну, первая зона интереса — это вот этот ордер-блок. Вот этот вот ордер-блок очень маленький, но порой и такие блоки отрабатывают, да? То есть вот наша зона интереса, в которую мы пришли. Также у нас с вами есть вот здесь вот красивый ордер-блок. Конечно, не всегда хочется входить от таких ордер-блоков, но если входить, то только агрессивно и через подтверждение. При этом периодически желательно поставить стоп без убыток. Что мы с вами видим? Цена возвращается к нашему движению и получает первую реакцию. Первая реакция идет от ордер-блока. То есть здесь есть несколько вариантов. Первый вариант, по риск-прибыли он нам не позволяет, хотя 1 к 3 можно затянуть 1 к 4, посмотрев ликвидность более левее, да. Можно выставить таким образом, тут уже, конечно, поприятнее прибыль, но в таких больших движениях на ближайшей ликвидности хотелось бы либо поработать стоп-приказом, либо сокращать свои стопы. Да? Дальше мы видим, смотрите, если бы мы вошли с вами вот здесь, вот такой был бы риск-прибыль, давайте до лоя, то есть померяем, каким образом у нас будет выглядеть данное движение. Всего лишь 1 к 3. Такое себе. Что если мы с вами попробуем здесь поработать стоп-приказом? Да? То есть вот у нас движение, вот у нас работа стоп-приказом. Даже на данном примере это 1 к 6. Дальше цена поднимается выше, нас еще не забирает. Мы под эту черную свечу тоже передвигаем стоп-приказ. Все, дальше цена нас забрала, и мы ожидаем отработку. То есть, по сути, да, здесь два варианта тоже. Мы можем поставить стоп за локальный хай, стоп затянуть сюда. В данном случае риск-прибыль меньше, но поскольку мы находимся рядом с историческими хаями, мы можем себе это позволить. Да? Второй вариант более агрессивный. Это означает, что вы можете периодически чуть больше получать здесь стопов, но он позволяет вам заработать немного больше. Ну и последний вариант — это будет отработка вот от этого блока. Периодически к этим блокам тоже приходит цена, и вот такого формата движения 1 к 17 вы можете тоже заработать. В данном случае мы видим начало нисходящего движения. По-хорошему, вот здесь иногда уже, в основном я перевожусь без убыток, да, то есть это тоже нужно понимать. Но сейчас мы просто разбираем форматы входов. Дальше цена движется вверх, закрывает по вот этому агрессивному стопу, делает вход на 17R и счастливо и довольно улетает, немножко, правда, долго, но по тейку. Да? Какой вывод из этих сделок можно сделать? Во-первых, вы должны для себя посмотреть, каким образом вы готовы работать. Готовы ли вы здесь работать агрессивно, готовы ли работать консервативно, и как вы будете себя чувствовать, если вы будете в данном случае входить в позицию, получать стоп, сможете ли вы войти здесь. Ведь второй вариант входа, который я тоже еще пропустил, это точно такой же вход стоп-приказом, когда цена сделала манипуляцию нашим блоком, да, то есть вот она сделала манипуляцию блоком, мы выставляем стоп-приказ под вот эту зеленую свечу, и следующая черная ее забирает. По факту получаем 1 к 7. Да, здесь можно было бы получить стоп, с другой стороны, возможно, и без убыток, если вы работаете в данном направлении, после чего получаете либо более стандартным способом 1 к 17, либо более консервативным 1 к 7. Вот такой вот у нас вход через щечку. Мы с вами изучили вход через щечку. Сейчас наша задача разобраться с флип-входом. На самом деле отличие данных входов совсем невелико, и логика их работы полностью идентична. И очень круто, когда вы изучаете эти виды входов вместе. Почему? Потому что вы сразу же понимаете логику. Если мы вернемся ниже и посмотрим чёч-вход, да, то есть вот у нас чёч-вход, что было? Мы пробиваем чёч, возвращаемся, делаем снятие побуждения и после этого входим в позицию. С флип-входом немножко все по-другому. Очень часто бывает так, что
после того, как мы коснулись зоны интереса, мы получаем откат, но вот здесь мы получаем реакцию. Мы получаем реакцию от желающих продолжить свое восходящее движение, то есть от желающих получить вот такого вот формата манипуляцию выше, после чего они делают точку входа, и рынок забирает, естественно, их стопы. То есть это зона интереса других участников рынка, которая получает реакцию. Мы же, что мы должны дождаться? Мы должны с вами после этого дождаться слом структуры, и после этого слома структуры желательно дождаться, что? Естественно, IDM. Если мы здесь с вами получаем IDM, если мы получаем с вами здесь побуждение, после этого побуждения точно таким же способом, как мы входили с вами через флип, мы смотрим ордер-блок, мы смотрим имбаланс, мы работаем от пересвипа и входим в продолжение нисходящего движения. Вторая разновидность данного входа будет у нас выглядеть таким образом. Происходит то же самое. У нас есть манипуляция вверх, у нас есть касание первый раз ликвидности, при этом второй раз мы снимаем ликвидность с предыдущего движения, да, то есть мы пришли, коснулись зоны интереса, вроде бы получили реакцию. На самом деле вы еще увидите здесь какие-нибудь зоны интереса, от которых цена тоже реагировала, да. Мы получаем продолжение восходящего движения. Возможно, это там брейкер какой-нибудь, то есть тут зон может быть много. После этого цена снова получает движение вниз и получает реакцию. И в данном случае мы с вами имеем право входить более агрессивно, то есть не дожидаться снятия ликвидности. Чему? Потому что очень часто мы получаем продолжение нисходящего движения уже без снятия ликвидности. Либо оно происходит немного позже, да, то есть оно происходит более глубоко, потому что мы до этого поработали с ликвидностью. А если мы поработали с ликвидностью, соответственно, зачем цене возвращаться обратно? По этой причине, что нам нужно увидеть? Мы получаем точку входа здесь, на возврате цены к ордер-блоку либо имбалансу мы получаем продолжение нисходящего движения. Также есть к данным входам более консервативная точка входа. Это возврат к следующему ордер-блоку. То есть у нас получается что-то в формате зеркального ордер-блока. Это зона, которая является ловушкой для других участников рынка. Мы получаем от нее реакцию, и ордер-блок, который потом забирает этот стоп, является одной из наилучших точек входа для продолжения нисходящего движения. Стоп у нас более агрессивный, то есть мы его ставим за локальный хай, но и риск-прибыль у нас получается лучше. Но при этом мы не можем это отметить на вот этом графике. Да? Почему? Потому что это более такого формата консервативный вход с выжиданием данной ликвидности. Но мы с вами понимаем, что после движения вот этого, по сути, это у нас является что-то в формате непосредственно агрессивного входа, да, то есть мы делаем пересвип IDM, мы получаем реакцию и спускаемся ниже. В нисходящем тренде данное движение будет выглядеть точно так же. Манипуляция, откат перед нашим сломом, да, то есть реакция на какую-нибудь зону интереса, которая здесь есть, и ее пробой. После этого пробоя мы счастливые, довольные, на побуждении получаем точку входа в продолжение восходящего движения. Что же касается текущего движения, точно такая же история. Манипуляция, первый раз касаемся зоны интереса, не приходим к нашей ликвидности, после этого делаем еще одно снятие ликвидности по левую сторону, да, то, которое у нас было до этого, и если видим реакцию от блока, понимаем, что на возврате вот к этому движению, когда цена делает возврат к этому движению, мы можем счастливые, довольные продолжить восходящий тренд, присоединиться и получить хороший риск-прибыль. Как это все выглядит на графике? Итак, у нас с вами есть нисходящая структура, нижняя точка, делаем босс, пробиваемся, забираем IDM. По этой причине нам нужно найти первый правильный ордер-блок. Первый правильный ордер-блок у нас находится здесь, других зон интереса, кроме IDM, экстремальной ликвидности у нас никакой нет, и мы видим, что цена приходит непосредственно в наш ордер-блок. По этой причине мы должны перейти на младший таймфрейм и посмотреть, что у нас будет здесь происходить. Мы видим первую реакцию, первое касание. Ближайший слом у нас находится здесь, однако следующий пробой у нас происходит на вот этом вот уровне. По этой причине мы переносим наш чок выше и понимаем, что снятие данной ликвидности будет иметь возможность совершить, естественно, чок вход. Дальше мы видим с вами манипуляцию. И смотрите, видите, у нас происходит реакция. Откуда она происходит? Эта реакция происходит вот от этого ордер-блока. То есть у нас есть восходящее движение, у нас есть касание. По сути, мы уважаем данный блок и
понимаем, что другие участники рынка могли бы здесь рассмотреть свою позицию. После этой коррекции небольшой мы продолжаем нисходящее движение и делаем с вами технически пробой нашего чока, да, то есть по сути сам сетап для нас готов, и мы можем с вами рассмотреть вход вот от этой зоны, которая его уважала, можно ее расширить, можно свести до одного блока. Конечно, лучше всего в таких случаях еще, если бы у нас был имбаланс, по сути это был бы ордер-блок, но в данном примере у нас его нету. И что с этим делать? По сути, просто выделяем данную зону. Если есть имбаланс, до имбаланса, если нету, то выделяем сам блок, либо всю эту зону, которая здесь была. Агрессивный вход у нас будет локально выглядеть таким образом, но поскольку здесь у нас огромное движение, да, слово дальше, мы можем с вами, конечно, здесь поработать и консервативно. Хотя нет, консервативно, по-моему, не особо получится, там из-за больших заколов нет никакого смысла. Ну и не забываем про то, что мы можем здесь поработать стоп-приказом. Стоп-приказом здесь, конечно, вообще сказочные будут цифры. Напоминаю, что стоп-приказом мало кто работает, и по этой причине в таких цифрах, как 14, 15, 20 R, многим очень сложно даже вообще судить, что они бывают. Ну и по сути мы получаем с вами вход. Единственное, я не прав, то приказом все-таки, если быть корректным, не факт, что вы бы здесь успели. Скорее всего, ваша позиция выглядела бы так, вам бы пришлось перетянуть немножко стоп выше, да? То есть в данном случае, ну, навряд ли вы бы успели ее перетянуть выше. С этим нужно быть честным по отношению к себе, потому что когда вы будете делать бэктесты, вы увидите, что, ну, не всегда это работает. Ну и по сути цена улетела дальше вниз. При этом, смотрите, если бы мы не входили от данного движения, мы бы не получили вот этих вот возвратов и не получили бы дополнительные точки входа. Почему? Потому что когда цена работает, именно манипулирует флип-входом, когда у нас появляется вот это вот движение, оно улетает обычно очень быстро. Мы после этого поработали с ликвидностью, мы поработали, ну, получается, даже с несколькими форматами входа других участников рынка, и поэтому улетели ниже. Очень круто использовать сам флип-вход и логику поиска продолжения движения через стоп-приказ, именно когда у вас происходит вот такого рода манипуляция. Либо, когда у вас данного рода манипуляция еще происходит с пересвипами. Да? То есть с пересвипами это тоже очень круто работает. Обязательно потестируйте, обязательно посмотрите, сделайте бэктесты, как у вас это все будет выглядеть в жизни. Да? Ну и по сути локально хорошая быстрая позиция, которая дают довольно приятную прибыль, и при хорошей практике они вам позволяют довольно круто торговать. А мы идем дальше. Но сейчас мы с вами поговорим про митигацию одной свечой. По сути, это что-то наподобие скоба, да, то есть очень часто вы слышали данного формата объяснения как объяснение через скоб. Что в данной концепции это означает? Мы с вами видим зону интереса, и мы с вами помним, что у нас есть некого формата манипуляции, приход цены к зоне интереса, после чего мы получаем откат, манипуляцию и продолжение нисходящего снижения. Обычно мы с вами привыкли к тому, что в данном случае у нас будет только один вариант входа. Это в данном формате, если мы входим через щек, то только один вход, это вход после снятия локального побуждения, и после того, как мы снимаем локальное побуждение, мы входим, и на этом как бы все. Но в данном случае было обращено внимание на то, что очень часто, когда мы дальше показываем манипуляцию и снятие локальной ликвидности, можно рассматривать свои позиции с точки зрения входа от свечей, которые как раз и сделали эти манипуляции. Именно эти ордер-блоки, именно вот эти вот зоны и будут являться потенциальными зонами для добора позиций, для дополнительного добора, при том, что, например, в начале вы не всегда получаете хорошую точку входа, а можете разрешить себе подождать более ясной картины, и если вы верно определили предвзятость, если вы верно определили дальнейшее направление движения, вы можете получить более качественные позиции с той точки зрения, что у вас будет немного короче стоп, то есть вам не придется его затягивать намного выше. Да, возможно, из-за этого у вас в некоторых частях будет увеличиваться сам стоп, потому что никто не отменяет даже локального пересвипа вот в этом движении, поскольку сам вход у вас является агрессивным. Да? При этом тоже есть лайфхак. Лайфхак связан обязательно с правильным откатом, который позволит вам немного лучше в данном движении разобраться.
Как же выглядит митигация одной свечой на обычном графике? У нас с вами есть график биткоина, у нас идет восходящее движение, да, то есть мы пробиваем босс. У нас определены зоны интереса, это IDM, это у нас ордер-блок IDM, и мы счастливые, довольные, собираемся рассматривать свои позиции от данного блока. При этом мы видим, что мы делаем свип, на самом деле разберем вход еще от этой свечи, да, и увидим, что цена сделала пересвип. Наша задача, поскольку тренд по данному инструменту, он действительно лонговый, да, мы показали разворот, мы находимся около исторических хаев, хотелось бы присоединиться к восходящему движению, и наша задача после манипуляции данным лоем, то есть после пересвипа, перейти на младший таймфрейм, для 4 часов младший таймфрейм это 15-минутный таймфрейм, и посмотреть, что здесь происходит. Первая манипуляция происходит у нас здесь, соответственно, мы дожидаемся, согласно сетапа через щек, мы дожидаемся с вами потенциального слома для того, чтобы войти в позицию. Но поскольку здесь никакого входа в позицию нет, цена обновляет этот лой, мы с вами чок переносим ниже, дальше у нас происходит еще одна манипуляция, мы делаем пересвип, и получается мы приходим сюда. Во-первых, когда мы делаем пересвип, уже технически данная свеча является у нас EFC свечой. Если она у нас является EFC свечой, наша задача ее даже уже на старшем таймфрейме посмотреть, выделить, если это возможно. Если же нет, мы уже первую свечу, которая делает вот эту манипуляцию, финальную оставшуюся, да, мы ее выделяем как потенциальную зону интереса, поскольку мы сделали пересвип. Но с точки зрения ликвидности, с точки зрения сетапа через щек, поскольку мы видим, что мы его пробили, мы потенциально будем ожидать с вами продолжения движения. То есть по факту здесь мы должны дождаться снятия IDM. Если здесь IDM нету, то не хотелось бы заранее входить. Дальше мы с вами видим обновление вот этой свечи. У нас есть IDM, и после снятия побуждения можно рассматривать позицию. Понятно, что отсюда есть два варианта позиции по стандартному входу. Это вход вот такого формата, второй вход с стоп-приказом, которые позволяют нам заработать. То есть это те сетапы, те точки входа, которые мы с вами рассматривали раньше. Да? То есть отсюда мы входим, давайте я сразу ее покажу. Мы входим, тейк на обновление локального движения и счастливые, довольные. Получается, сколько здесь? 13 R, да? И входим. Ну, понятно, если мы с консервативным стопом поставим, то здесь будет 1 к 5, что тоже на самом деле довольно-таки неплохо. Но что можно с этим делать? Что будет являться как раз вот этой, что будет являться как раз single candle mitigation? Данной свечой будет являться вот эта вот зеленая замечательная свеча, которая запустила дальнейшее движение. Именно реакция на данный блок будет являться для нас первоочередной, ту, которую мы захотим с вами увидеть. То есть после того, как произошло у нас это движение, мы с вами выставляем лимитку над этой свечой, тейк, тянем туда за хай и ждем, когда произойдет реакция, нас заберет. Происходит реакция, цена движется дальше, да, то есть цена больше не возвращается. По сути, данная свеча сняла ликвидность с предыдущей зоны, да, то есть вот здесь вот у нас IDM, но по-хорошему, это просто ликвидность, которую мы сняли, да, то есть вот у нас есть ликвидность. Давайте посмотрим, а были ли еще такого формата свечи, которые снимали ликвидность предыдущей. Вот здесь вот у нас есть правильный откат, вот эта маленькая свеча снимала ликвидность предыдущей. Не буду натягивать позицию, потому что здесь будет нескромная совсем цифры. Давайте посмотрим чуть-чуть более приземленный вариант. Сейчас наша задача посмотреть за каждым снятием ликвидности, которое происходит дальше у нас по графику. То есть цена идет выше-выше и нигде не снимает ликвидность. Сейчас она снимает ликвидность. Что для нас это означает? Если пойдет движение выше, мы получили разворот, потенциально мы имеем право входить от этой точки, от этой ликвидности. Мы видим с вами вот эту замечательную зеленую свечу, которая сделала поглощение предыдущей. Она является, по сути, той самой свечой, которая сняла ликвидность с предыдущей, да, которая закончила нисходящее движение и сняла ликвидность вот отсюда. Соответственно, при возврате цены к данной зоне мы получаем еще одну точку входа. То есть цена выходит, возвращается, мы получаем точку входа и полетели дальше выше. Дальше смотрим, были ли у нас потенциальные точки входа. Так, вот здесь вот вижу, тоже есть митигация, то есть тейк у нас там вообще тянется еще далеко-далеко-далеко. То есть первая сделка, вторая сделка. Так.
Дальше мы возвращаемся к нашей точке, да, то есть мы здесь получаем, и вот у нас еще одна свеча, которая снимает вот у нас ликвидность, и мы можем к ней тоже присоединяться. Ну, так, ну, она огромная, да, то есть по-хорошему, конечно, можно рассматривать с точки зрения вот такого блока, да, поскольку мы понимаем, что на младшем таймфрейме это как раз будет движение вниз-вверх, можно рассмотреть с точки зрения вот этого блока. Дальше внутри, к сожалению, ну да, здесь дальше внутри, к сожалению, никакого снятия ликвидности не было. И цена улетает выше. То есть вот таким образом мы в импульсных движениях, при соединении этого движения, то есть технически я как раз это движение у себя всегда называю разочарованием. Если мы допускаем, что мы сейчас закончили формировать манипуляцию нисходящего движения, то в разочаровании было бы неплохо присоединиться к этому тренду и, используя вот такого вот формата непосредственно инструмент, то есть митигацию одной свечой, мы можем с вами рассмотреть продолжение восходящего движения. По сути, оно основано полностью на ликвидности. Свеча, которая сняла ликвидность, мы возвращаемся, делаем что-то в формате ребалансировки данной свечи и продолжаем восходящее движение. Да, мы здесь, конечно, можем иногда погружаться глубже, но это будет уже другого формата сетап. При этом риск-прибыль стоит того, да, то есть здесь вообще в данном случае 24R получилось. Данное движение стоит того, чтобы присоединяться. Но, повторюсь, данное движение желательно выполнять именно тогда, когда мы делаем с вами разочарование. Просто так входить в эти движения будет немножко глупо. Подытоживание всех этих сделок, всех этих сетапов я сделаю в конце ролика. Обязательно досмотрите до конца, для того, чтобы доформировать полную картину того, что рассказывается в данном видео. Итак, мы с вами знаем структуру, мы с вами знаем, как входить от зоны интереса, но проблема в том, что мы не знаем, какие зоны интереса нам нужно использовать. Для того, чтобы нам определиться с зонами интереса, нам нужно воспользоваться двумя вещами. Первое — это правильный откат, второе — это правильный откат. По сути, на правильных откатах у нас будет строиться вся наша история, все наше движение. Мы с вами помним, что вот это движение снизу вверх будет у нас являться импульсом. Да? Когда цена вот здесь у нас пробивает наш IDM, мы понимаем, что вот сейчас мы будем счастливые, довольные, рисовать новую структуру. Мы ставим верхнюю точку, дальше мы делаем полнотелый пробой, у нас появляются откаты, и мы переносим наш IDM, пока мы его не заберем. В данном случае наш IDM мы забрали как раз вот здесь. Единственное, здесь нужно назвать его вот так. Итак, когда мы забираем IDM, сейчас появляется вопрос, а что делать с текущей структурой, от какой зоны интереса нам нужно торговать? Вроде бы мы разобрали, какие есть этапы, но проблема в том, что мы не разобрали, какие зоны интереса нам нужно использовать. В общей теории у нас есть с вами несколько зон интереса. Это IDM, то есть сам IDM всегда является очевидной зоной интереса. И мы с вами обсуждали, что как раз очень многие будут входить и здесь искать свои зоны покупок, когда будут видеть, ну, например, в данном случае какой-нибудь ордер-блок. Однако этот блок мы с вами называли Smart Money Trap, то есть это ловушка для трейдеров Smart Money. Почему это будет ловушка? По той причине, что здесь у нас будет как раз наблюдаться желание других участников рынка купить. И по этой причине цена, скорее всего, пробьет данный блок, не дав точку входа другим участникам, и счастливая, довольная улетит выше. При этом мы понимаем, что SMT не является нашей зоной интереса, IDM будет являться нашей зоной интереса, которая нас интересует. С этими двумя зонами интереса мы разобрались. То есть SMT всегда нет, IDM всегда, да, всегда наша зона интереса. Идем дальше. Какие же еще у нас есть зоны интереса? В течение всего движения нас будут интересовать немитигированные ордер-блоки. Что такое немитигированный ордер-блок? Это правильный ордер-блок, в который в процессе движения цены, то есть у нас есть лой и у нас есть локальный хай, когда в процессе движения цены у нас цена не заходит, не тестирует, не касается, не митигирует наш ордер-блок. То есть это чистый блок, в котором в течение всего вот этого выделенного прямоугольника не было возврата к данному блоку. Именно этот ордер-блок будет у нас являться немитигированным. Наша задача с вами после того, как у нас появился IDM
и мы с вами его нашли, наша задача выделить все возможные немитигированные ордер-блоки. Представим, что на нашем графике, давайте сделаем вот так вот. На нашем графике вот этот вот блок, то есть он здесь тоже будет, да, но он будет у нас митигирован вот этой свечой. То есть он нам не подойдет. И у нас останется вот такого вот формата движения, которые у нас имеют свои ордер-блоки. Соответственно, что я должен сделать? Первое, что я должен сделать, удалить вот этот ордер-блок. Он меня не интересует, потому что он уже митигирован. Даже если бы мы с вами увидели вот такое движение, да, то есть цена его не пробила целиком, но вошла в него, да, то есть коснулась этого блока, мы бы тоже его удалили и оставили. В данном случае для нас он является митигированным, нас он не интересует. У нас осталось 3 ордер-блока. Что с ними нужно делать? Какие нужно выбирать? Все ли эти блоки будут для нас зонами интереса? Первое, с чего мы начнем, это IDM. Первый блок немитигированный, который находится перед IDM в восходящем тренде, он у нас будет нашей зоной интереса, которая будет называться IDM-OB. Мы его будем также использовать как точку для входа. Также мы должны спуститься в самый низ и найти первый немитигированный ордер-блок. Именно он будет у нас называться экстремальным блоком, и мы будем точно так же его использовать. Вот этот ордер-блок, который находится между IDM-OB и экстремальным, он у нас также будет называться SMT, ловушкой для трейдеров Smart Money. Почему? Например, самый простой способ. Люди растягивают Fibonacci и ожидают свою точку входа. Я думаю, что многие из вас растягивали Fibonacci. Очень часто у вас появляется хороший ордер-блок непосредственно где-нибудь на уровне 61, и вы счастливые, довольные входите, но по какой-то причине он пробивается. Обычно там вы найдете как раз SMT-блок. Но у нас есть еще одна зона интереса, которая нас интересует. Это экстремальная ликвидность. Это ликвидность перед нашим экстремальным ордер-блоком. То есть если у нас тренд восходящий, у нас идет экстремальный блок, и выше него находится экстремальная ликвидность. Где находится экстремальная ликвидность? На первом немитигированном правильном откате. Если бы у нас с вами было вот такого формата движения, то есть движение выглядело бы вот так, то экстремальной ликвидностью был бы вот этот лой, потому что он первый немитигированный. Да? То есть вот он немитигирован, хотя по порядку казалось бы, что идет вот этот блок. Также у нас иногда бывает, что мы можем вот здесь выделить POI. У нас сам ордер-блок, он является митигированным, да, то есть у нас вот так шла цена, но движение после этого пришло и коснулось нашего ордер-блока. В данном случае мы можем с вами выделить немитигированную часть тени свечи. Что это означает? У вас есть тело, у вас есть тень свечи. В данном случае нас интересует нижняя. После этого у нас пошла следующая, например, какая-нибудь свеча, не знаю, медвежья, пусть она будет медвежья, и у нее тоже была тень. Нас будет интересовать вот в этом движении, то есть от нижней точки, самая последняя свеча, и нам нужно будет взять как POI вот этот вот маленький кусочек нашей тени. То есть нам нужно взять тень и выделить ее немитигированную часть. И эта зона у нас будет являться POI. Давайте мы ее, например, вот так и отметим, да, то есть как немитигированная часть тени свечи. Также к POI мы должны будем с вами добавить экстремальную ликвидность. То есть первый правильный откат после POI будет экстремальной ликвидностью. И в данном примере, если после этого у нас есть еще один блок, в данном случае он будет называться не SMT, а он у нас будет экстремальным блоком, да, то есть и мы его назовем экстремальным блоком, и в данном случае наши зоны интереса будут выглядеть вот так. Повторюсь, IDM, IDM-OB, экстремальный блок, к нему экстремальная ликвидность. Экстремальная ликвидность может находиться на лое нашего IDM-OB. Это не противоречит никакой логике. И экстремальный блок, экстремальная ликвидность к POI и само POI. Вот такие вот наши зоны интереса, в которых мы можем с вами искать манипуляции, либо после пересвипа которых мы можем искать манипуляции.
Что же нам делать с SMT-блоками? Вот есть у нас с вами SMT-блок, возвращаемся обратно, получаем мы вот такой вот замечательный SMT-блок. Что здесь делать? На самом деле сам SMT-блок точно такая же зона интереса, но в данном блоке мы входить в позицию не будем. Мы будем рассматривать позиции только через пересвип данного блока. То есть в данном случае нас интересует только свип. Никакого сетапа на вход внутри SMT-блока мы рассматривать не будем. Почему? Потому что данный сетап использует то же самое, как и вот здесь, трейдеры, которые торгуют smart money. По сути, для них это будет ловушка. Изучив зоны интереса, мы с вами понимаем, что иногда цена будет приходить и к SMT-блоку, и к экстремальному блоку. И что в этот момент мы будем делать? На самом деле мы в этот момент тоже будем торговать. В этот момент мы будем пользоваться внутренней структурой. Во-первых, давайте разберемся, как мы с ней будем разбираться. По сути, мы изучили обычную структуру. В данном случае мы видим снятие IDM, расставляем точки. Дальше мы видим перенос IDM и ставим верхнюю точку. Сейчас наша задача разрисовать зоны интереса. В данном случае первой зоной интереса будет у нас IDM. Также тоже сюда поставим. И ищем ордер-блоки. Найдем здесь с вами экстремальный блок. Дальше мы найдем IDM OB. И дальше мы нарисуем экстремальную ликвидность. Представим, что POE в данном случае у нас не было. Теперь наша с вами задача посмотреть, что я буду делать и в какую сторону я буду искать позиции для продолжения движения. Мы с вами пытаемся поймать сетап на IDM OB, но у нас ничего в этом не получается, и мы понимаем, что цена пробивается ниже, и счастливая, довольная начинает работать непосредственно с нашими дальнейшими блоками. Например, вот здесь у нас есть SMT-блок. Но а что мне делать? Что мне делать вот на этом движении? Как я буду работать, как я буду торговать? Именно для этого нам понадобится внутренняя структура. На самом деле, когда мы с вами видим, что цена начинает, пробивая IDM, возвращаться внутрь данного движения, по сути, все, что слева, для нас будет некой ликвидностью, от которой потенциально другие участники будут искать свои точки входа. И теперь мы должны посмотреть, а как цена работает с этой ликвидностью. И по сути, каждый правильный откат теперь будет у нас являться тем самым IDM. IDM по внутренней структуре. Сделаем надпись маленькими буквами для того, чтобы мы понимали, что это внутренняя структура. И мы понимаем, что сейчас задача цены прийти в какую-то следующую зону, например, в экстремальный блок, либо для снятия экстремальной ликвидности. По этой причине мы с вами точно так же будем переносить IDM до того момента, пока у нас цена не заберет его. Как только она забирает, мы обязаны поставить структурную точку. Единственное, я в своей практике использую другого цвета для выделения структурных точек по внутренней структуре, чтобы я понимал, как у нас это работает. Ну и в данном случае я имею право по данному движению точно так же выделить зоны интереса и точно так же с ними работать, как я хотел бы работать здесь в продолжении восходящего движения. Таким образом, я вижу sweep IDM, я перехожу на младший таймфрейм, работаю, например, через сетап, через щек и ищу продолжение нисходящего движения. И мы с вами говорили буквально несколько минут назад, куда можно здесь смотреть продолжение нисходящего движения до снятия нашего SMT-блока. То есть, по сути, мы разрешаем себе даже увеличить свой риск-прибыль по отношению к тому, что мы получаем реакцию не вот здесь, а вот здесь. Да? То есть мы потенциально понимаем, что цена может спуститься ниже. Дальше мы с вами делаем снова полнотелый босс, снова мы находим IDM в данном движении, вот у нас IDM, и когда мы его забираем, мы снова расставляем внутренние точки. И так мы с вами будем делать до того момента, пока цена не придет в финальную зону интереса, либо не сделает полнотелый босс. Да? Тогда у нас сломается структура, поменяется на нисходящий тренд, и мы продолжим торговать в нисходящем тренде. Когда цена сделает снизу полнотелый босс, мы должны будем всю внутреннюю структуру удалить и разрисовать зоны интереса по основной структуре. Как это делать? По сути, возвращаемся к вот этой расстановке внутренней структуры. Также здесь мы могли бы, например, найти ордер-блок и поискать от него точку входа. В данном случае это уже будет не SMT-блок,
Это будет у нас обычная зона интереса, которая будет называться экстремальной ликвидностью. Если вдруг у нас не хватает всех зон интереса, наша задача поставить их по приоритету. Первая приоритетная зона интереса — это IDM. Она есть всегда. Следующая приоритетная зона интереса — это экстремальный блок. Если у вас только один блок по вашему движению, он автоматом является экстремальным блоком. Это означает, что после него, если у вас есть возможность, представим, что у нас вот здесь только один экстремальный блок, это означает, что после него мы обязаны поставить экстремальную ликвидность. То есть в данном случае у нас будет вот так экстремальная ликвидность, а вот тут находиться IDM. Представим, что здесь никакого блока нет. Таким образом у нас будут выглядеть зоны интереса. И по сути вот эта вот торговля, когда вы идете в нисходящем движении для того, чтобы вот в этом месте получить точку входа в лонг, будет называться торговлей пинг-понг. То есть по сути вы торгуете, вы не просто выжидаете, когда же наконец-то цена придет сюда, а вы торгуете еще вот здесь, еще раз решаете себе точку входа вот здесь, и работаете в продолжение через сетап Single Candle Mitigation, например, еще и вот здесь. Вот так выглядит внутренняя структура и ее связь с зонами интереса. Изучив все элементы на локальных таймфреймах, мы должны с вами попытаться объединить таймфреймы. Потому что если мы будем сидеть с вами только на одном таймфрейме в рамках одной какой-то временной зоны, мы будем, скорее всего, не видеть всей полноты картины. Именно для этого нам нужно с вами объединять несколько таймфреймов, и исходя из старшего таймфрейма, необходимо определять, что я буду делать на младшем таймфрейме. То есть по факту мы с вами в примерах разбирали, например, 4 часа старший таймфрейм и переходим на младший таймфрейм 15 минут для того, чтобы войти в позицию. В своей практике я всегда использую следующие таймфреймы. Старший таймфрейм для определения общего характера движения в глобальном движении — это 1 день. Таймфрейм, на котором я провожу анализ для того, чтобы принимать решения для входа в точки входа, это 15 минут. И сам таймфрейм для входа в позицию — это 1 минута. В классическом же варианте у нас идет 4 часа, как старший таймфрейм, 15 минут, как точка принятия решения, и минутный таймфрейм — точка входа. Да, то есть мы делаем анализ на старшем таймфрейме, принимаем решение на основании отрисовки зоны интереса и структуры, и, перейдя на младший таймфрейм, мы получаем точку входа. Также есть вариант входа 1 день, 1 час, 5 минут. То есть старший таймфрейм 1 день, принимается общее решение, общее понимание, куда идет тренд, 1 час для отрисовки зоны интереса и 5 минут для точек входа. Дополнительно, на самом деле, можно рассматривать разные варианты таймфреймов, и это все зависит от того, как часто вы торгуете. Если вы занимаетесь интрадей торговлей, как это делаю я, обязательно должен присутствовать 1М и 5М. Если же вы работаете позиционно, если же вы работаете с входом в позицию на несколько дней и более длинным стопом, вы можете рассматривать 1 месяц, 1 неделю, 4 часа и 15 минут, что позволит вам локально видеть картину более долгосрочно и принимать, исходя из этого, свои позиции. Причем, как вы понимаете уже, данный таймфрейм вы можете использовать в любом удобном для вас формате. Единственное, что вам необходимо делать, это перепрыгивать хотя бы через одно значение. Понятно, что на месяцы и на недельки здесь особо никуда не перепрыгиваешь, да? То есть, по сути, можно взять, например, вот так. 1 месяц, 1 день, 4 часа, 15 минут. Тоже будет хороший вариант, тоже подойдет. Хотя локально и там это небольшие движения. Вы дополнительно можете придумать свои таймфреймы, например, взять что-то среднее, 4 дня. Почему бы нет? Можно поэкспериментировать, можно попробовать. Главное — проводить бэктесты. Мы с вами разобрали все элементы данной торговой стратегии. На самом деле торговая стратегия не является сверхсложной, однако к ней хотелось бы добавить несколько лайфхаков. Не стоит слепо верить всему, что вы видите в интернете, и сразу же бежать и использовать данную торговую стратегию, прям сломя голову, не думая, потому что в интернете кто-то вам чего-то рассказал. Ваша задача — взять эту информацию, проверить, попытаться ее пробэктестить, потренироваться и делать это желательно на демке, для того, чтобы вы
набрали какую-то базу, какие-то знания, которые позволят вам улучшить данную стратегию, возможно, дополнить, возможно, удалить какие-то элементы. И только тогда вы можете сказать, что я ее использую. Исходя из полученного опыта, я бы вам советовал отдавать предпочтение именно работе со свингами. Очень часто цена приходит в видимую зону интереса, особенно если это очень короткие движения, как были у нас в предыдущих примерах, когда мы с вами разбирали точку входа, например, вот здесь вот, ну, допустим, вот здесь вот у нас будет IDMOB, и цена, приходя в эту зону, может давать первоначальную реакцию. Но проблема этой реакции в том, что да, мы получаем ход через чок, но цена сразу же летит вниз, делает пересвип и улетает выше. Именно поэтому очень часто вы заметите со временем, что, может быть, стоит пропустить первую точку входа, а войти в следующую. Да, это уменьшит количество ваших входов в сделок, но возвращаемся к предыдущему пункту. Обязательно сделайте бэктест. Обязательно посмотрите, как это работает, и тогда эта торговая стратегия начнет работать именно для вас. Ну и то, что из моего большого опыта, то, что я пропагандирую в своих видео, это обязательно смотрите, что хотят чужие стопы, что думают другие люди, как они смотрят на график. Если вы видите, что все трейдеры видят этот экстремальный блок и собираются от него входить, но вы же должны иметь свою голову на плечах и здесь не принимать никаких торговых решений, а наоборот понимать, что, скорее всего, цена сделает вот так. А здесь уже на пересвипе вы счастливы, довольны, будете входить в продолжение восходящего движения, используя известный вам сетап. Поздравляю! Ты только что сделал первый шаг к тому, чтобы мыслить как профессионал. Ты больше не часть толпы, которая теряет деньги. Теперь у тебя есть ключевые инструменты для работы с рынком, понимание ликвидности, манипуляций и четкая торговая стратегия. Эта система работает, но она работает не сама по себе. Все зависит от тебя, от твоей дисциплины, терпения и готовности учиться. Каждый успешный трейдер начинал с одного, с понимания, что успех — это результат постоянного труда и анализа. Не жди мгновенных результатов. Рынок любит подготовленных, а ты теперь на пути к этому. Если это видео дало тебе новые идеи и помогло понять, где ты ошибался, обязательно ставь лайк и подписывайся. Но это еще не все. В комментариях напиши, какие вопросы у тебя остались по данной торговой системе или какие сложности ты встречаешь в своей торговле. Я обязательно отвечу на самые популярные вопросы в следующем видео. А может быть, и даже разберу как пример твоей сделки. Помни, ты можешь все. У тебя есть знание, которое меняет игру. Осталось только начать действовать. До встречи в следующем видео.